Так, трансляция у нас заурчала, запыхтела вроде даже. Поэтому имеем право проверить, что у нас со звуком. А звук у нас как бы даже есть местами. Что как бы уже хорошо. Итак, приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships и, насмотревшись на союзников в рангах, я решил вот немножечко как бы попытаться просветить новичков. Не знаю, насколько это получится, но попробовать, конечно, стоит. Итак, что мы сегодня будем делать? Во-первых, мы рассмотрим выход на третий тир. Во-вторых, мы посмотрим на основные правила игры, которые нарушать категорически нежелательно, чтобы не быть как мои союзники в рангах. Итак, давайте... Блин, сколько раз я уже сказал слово «итак». Ну, давайте тогда приступать. Начнем мы, конечно, с выхода на третий тир. Как нужно выходить на третий тир? Чтобы выйти на третий тир, вам понадобится в базовой основе Ушаков, но я рассмотрю два варианта. Первый — это Ушаков, второй — это Нанчанг. Начнем с Ушакова. Выходим мы на третий тир, имея при себе доллары, золото и арткоины. Больше всего вам понадобится долларов, меньше всего арткоинов. И собираем мы примерно вот такую вот сборку. Да, то есть ракеты с римки. Есть, конечно, вариант поставить эти самые москиты, но что то золото стоит, что это золото стоит. Москиты при этом хуже проходят ПВО, не работают по авиации, но имеют больший урон. Я лично взял римки, потому что курятники будут вас доставать, и хоть как-то огрызнуться все-таки хочется иногда. Далее, пушка. Пушка у нас голдовая. Называется она у нас МК-8 МОД-1. Это пушка с Фирлиса. Если кто-то урвал Фирлиса, то получил эту пушку бесплатно. Ее можно с него снять и использовать где угодно. Это я рассказывал еще в видео про сам Фирлис. В противном случае вам ее придется покупать за голду. А ракеты за голду. Пушка за голду. И мы подходим к единственному предмету, который вам придется купить за арткоины. Потому что по-другому вам эту штуковину не достать. А без этой штуковины вы играть не сможете. Как мы выяснили в рангах, которые я проходил на фулл долларах. Потому что гранатометов за доллары меняемых нет. За золото, кстати, тоже. Единственный аппарат, который был ивентовый, это Эрхан, да, бесплатный. Но, как бы, если вы не попали в этот ивент, то у вас, соответственно, его и нету. Поэтому вам понадобятся арткоины. Кстати, их понадобится вам не так, чтобы и много. Раздел гранатометы. Вот у нас РБУ 2500, самый расхожий, самый универсальный гранатомет в игре. Стоит он сейчас 415. Но ценник падает и ниже, в принципе. А что-то он сейчас немножко подвзалетел чутка. Если совсем все плохо, можно посмотреть РУР-5С Астрак, но как бы он похож на 2500 и очень похож. Но сейчас 2500 в цене упал настолько, что как бы лучше подкопить немножечко и взять его. Тем более, что 415 это цена продажи, а цена покупки вот 330. То есть это 350, и его вполне можно купить. А он вам понадобится, потому что он работает по торпедам, по подлодкам, по кораблям, имеет сплэш, быстро отстреливает магазин. В общем, это самый такой базовый универсальный гранатомет в игре вообще.
Дальше торпеды у нас долларовые тайпы. 12. Ну, торпеды это такая штука. Если у вас нет неотводимых, неотводимый сейчас, по-моему, еще ивент же идет у нас, да, нет? Черный форпост. Можно получить тайгер-шарки на халяву. Они не отводятся подлодками, то есть их отвести невозможно. И можете их ставить против именно подлодок. Если нет, то берете спамовые тайпы 12, они за доллары продаются. Вертолет К-58 Black Host. Black Хвост. Где он у нас? Так. Вот он. Продается он всего за 2 миллиона 400. Стреляет во все, кроме подводной нечисти. А это что за такое? А тут нужен статус герой. Ужас какой. Что-то героям всякой гадости напихают, а новичкам... Ну, в общем, эта штуковина способна сбивать все, что летает. Может работать по кораблям. Неплохо, но вот с подлодками, да, проблемы будут. Что касаемо ПВО, гарпуны Ксамы, это вот в основе то, что вам потребуется. То есть брать что-то еще, ну, не знаю, как бы... По сути, вот самое внятное, что есть. И вот когда вы собрали корабль вот в такой формат, да, полностью, вот тогда вы готовы выйти на 3-й тир. Если у вас этого нет, ну, тогда задержитесь на 2-м, подзаработайте, и тогда только уже лезьте на 3-й. Потому что на 3-м тире, если вы не хотите донатить, вам нужно будет идти в ранговый магазин. А чтобы идти в ранговый магазин, вам нужно проходить ранги. А чтобы проходить ранги, вам нужно что-то, на чем проходить ранги, и при этом не быть для команды прям вот дичайшей обузой. Кто-то там уже спросит, наверное, а вот чего ты там пушки не ставишь картечницы? Картечницы — это не вооружение новичка. Да, конечно, может привлечь вот эта циферка 1 300 000 ДПМа в двойном слоте. Но этот ДПМ вы получите на дистанции до 3 километров. Вы сможете так играть? На дистанции до 3 километров подходить к противнику и реализовываться? Если вы новичок, думаю, нет. Поэтому лучше брать вот эти штуковины. Кто-то говорил, что они косые. Ну, в принципе, если свестись как следует, да, попадают. Нормально. Тут вы уже можете километров 5 держать спокойно. Потому что и гранатометы, и пушки будут попадать. И вот на таком корабле вы можете выходить на 3-й тир. После чего вы идете в ранговые бои, чтобы там уже получать ранговые монетки, за которые вы сможете купить себе чего-нибудь более интересное. Например, сюда поставите навигаторов, сюда поставите Брамос НГ. Гранатометов в ранговом магазине все еще внятных нет. Гранатометы — самый большой дефицит в игре, поэтому копите арткоины на РБУХ. РБУХ будет базой. Дальше уже там смотрите сами, чем вам разживаться, где вам чего как доставать. Но если у вас есть РБУ, то в принципе вы уже конкурентоспособны. Вот как-то так должен выглядеть ваш выход на 3-й тир через Ушакова. Ну а теперь давайте пойдем в бой. Будем играть командные бои. И посмотрим базовые принципы игры. Как надо играть, как не надо играть. Опять же, в основе своей. Я не лютый прогеймер, чтобы учить каким-то там сверхъестественным трюкам, но глядя на то, что происходит в рангах, блин, какие тут трюки? Тут надо прям вот самые базовые моменты изучать. В том числе и мне, потому что иногда и я допускаю такие ошибки, что даже самому как-то неловко. Итак, начинается бой. Что мы делаем? Первое, мы смотрим сетап быстро. Если нет авиков, мы поднимаем в воздух вертолет. И не рассчитываем на то, что кто-то это сделает за нас, потому что, скорее всего, все будут свои вертолеты таскать за собой, как воздушных змеев на веревочке. Вот здесь я допускаю сразу же ошибку. Да, потому что нужно было сбить вертолет вражеский. Я успел отстреляться, но его не сбил. Хочется так его сбить, но он будет отводить. У вертолета есть неотводимые ракеты, поэтому нужно было с вертолета сбить вражеский вертолет.
Далее у нас есть просвет центральной бухты. Это основная зона, в которой происходит столкновение. Мы сразу же смотрим, что там происходит. Зашел туда противник или нет. Пока есть время, осматриваем сетапы. В первую очередь вражеский, во вторую очередь свой. Вражеский вам нужен для того, чтобы понимать, с чем вы столкнетесь. Вот так не играем никогда. Поджимаемся к островам, не лезем мы на открытую воду. На открытой воде вы считаете, что вы уже в порту. Поджались и выжидаем. Если противник хочет ошибиться, пусть ошибается. Зачем ему мешать этому? Вертолеты стараемся сбивать по возможности, чтобы ослепить противника. Не надо как бы их так вот относиться, что летает и пусть летает. Нет, надо его сбить. Вот противник допускает ошибку. Мы сразу же это используем, вливаем в него урон, отходим назад, чтобы он выходил дальше на наших союзников еще. ПВО, кстати, как видите, что-то даже сбивает. Так, союзник, я так понимаю, просто так здесь стоит, да? Он отдыхает. Я понял, все. Вот, все, союзник просто так. И к нам уже зашли в тыл. То есть, ну, вот, как видите, смотрите. Вот один наш союзник. Вот человек со статусом герой, который его, видимо, купил где-то, да, в подземном переходе. Потому что, ну, вот то, что он творит, полнейшая чушь. Да, по сути, герой нам бой слил. Вот еще один гений, который занял позицию там, где он бесполезен абсолютно. И сделать ничего не может. Противник же отыграл грамотно. Да, здесь 2 корабля, здесь 3 корабля. Этот вообще где встал, там и просто и сдох. Все, один вышел на открытую воду, сдох. Этот где стоял, там и сдох. То есть ничего не делал. Этот фатальнейшая ошибка была выйти вот сюда. То есть, по сути, я единственный из всей команды, который сейчас хоть что-то делал правильно. Больше всего, конечно, меня впечатлил герой, который улетел в какую-то задницу и сейчас в этой заднице там сидит. Я не знаю, почем он героя купил. Возможно, вместе с каким-то кораблем в комплекте продавался этот статус или еще где-то. Да? То есть, сейчас его там грохнуть, я надеюсь, достаточно быстро. Вот. И вот давайте его разбирать сейчас, этот бой. Что сейчас вообще происходило? Да? Первая моя ошибка была в чем? Нужно было быстро забрать вражеский вертолет. Потому что свет ваш и свет противника, как бы это инфа. Инфа — это оружие. Нельзя ей пренебрегать. Обязательно нужно использовать информацию. Ее нужно получать. Через информацию вы понимаете, что происходит вообще на карте. У вас для этого есть, во-первых, мини-карта. Пойдемте в порт. Идем в настройки. Так, где у нас тут мини-карта? Я уже даже и забыл. Один раз я ее настраивал. И... Черт, куда она подевалась-то? Где она у нас настраивается здесь? Управление. Что я потерял? Куда она у меня делась? Так, ультра тролливали. Да, потерял я мини-карту. Не знаю. Сейчас я даже где я управлял. Вообще. Сделать снимок. Строить кнопки, может быть, здесь. Вот. Вот мини-карта. Мини-карта у вас должна быть установлена там, где вам удобно ее видеть. Соответственно. Так, чтобы она вам ничего не заслоняла. И так, чтобы... так, чтобы она в тот же момент не была под чем-то или где-то спрятана, чтобы вы могли спокойно на нее смотреть.
И вот мини-карта ваша, это, по сути, вся карта боя, которая у вас присутствует. То есть, чтобы посмотреть, что вообще на карте происходит, вам достаточно сюда посмотреть. Но почему-то большинство игроков вообще на нее не смотрит. Никак. Никогда. Ваша же задача, как новичков, да и вообще, в принципе, новичок, не новичок, неважно. Использовать что? Использовать мини-карту, использовать вертолет и использовать значок обнаружения. Вот эти 3 штуки. В обязательном порядке вы должны ими пользоваться. Значок обнаружения дает вам понять, что вы в засвете. А то, что вы в засвете, дает вам информацию о том, что любой ваш маневр известен противнику. То есть, если вы захотели куда-то проскочить, куда-то подкрасться, куда-то там, не знаю, в общем, по-хитрому что-то там соорудить. Да, вот здесь, кстати, вы можете изменять размер, если вам нужно, да, но, опять же, она будет куда-нибудь там налезать. По-хорошему, конечно, она должна быть максимально вот так увеличена. Тогда надо будет смещать кнопки. Куда-нибудь сюда. Я бы увеличил ее себе даже побольше бы я сделал. Так, кнопки поменьше. Карту побольше. Сюда ее. Еще даже побольше. Вот. Чем она побольшее, тем лучше. Потому что, еще раз повторяю, здесь у вас вся карта. Да? Вы подняли вертолет, получили информацию, вертолет бросили, переключились на корабль, вся информация у вас переключилась сюда. Смотрите сюда. А здесь у вас все показано. Hello, Эрик. Вот. Дальше. С этим разобрались, да? То есть информация. 1, вертолет 2, значок 3. Сохраняем изменения. Получили вы эту самую инфу? Пользуйтесь этой инфой. Потому что если вы видите, что противник пошел направо, да, то понятно, что слева вам явно делать нечего. Я часто вижу вот такую бредятину, что противник уходит на один фланг, все союзники ушли на другой. Предыдущий бой, вот, ну, как бы герой что вытворял, ну, вы сами видели. То есть, по сути, встали нормально я и еще один рядом со мной, который не делал ни хрена. Вот сейчас мы сразу видим, что есть курятники. Сейчас работа курятников просвет делать. Не наша. Вертолет можно и приберечь. Но только если вы видите, что курятник не делает ровным счетом ни черта, да, то придется все равно вам лететь. Где? Бежье мое. Прям сверху залетаешь. Вот сейчас курятник будет. Тут на реакцию, конечно. Ну, давай. Так, они уходят налево. И мы, соответственно, тоже уходим налево. По дороге отрабатываем их курятников. Сбиваем ракеты нафиг. Нормально попадают, кстати. Потом говорю, что они косые. Ну, все теперь набросились на курятника. Гениально. И вот жадность. Побежал он курятника топить, а слева у него два корабля минимум. Да, и сейчас противнику даже не надо на меня выходить. То есть его никто не поддержит. И его тоже. Вот зачем они туда залезли, черт их знает. Инфа есть, вот она справа на миникарте. Они вообще на нее не смотрят. Они не понимают, что происходит. Я попробую, конечно, их прикрыть как-то.
Я боюсь, что это не в моих будет силах. Я под хвост еще. Так, противник куда-то убежал. У нас минус. Курятника они, конечно, забрали, но забрали его в размен, потому что полезли вперед. Зачем было лезть вперед? А я не знаю. Сейчас будет еще один минус у нас. Ничего мы с этим не поделаем. 2-2. Разменялись. Линкор, опять же, открытая вода. Никогда не играйте от открытой воды. Никогда. Всегда ныкайте корабль. Первое, что вам нужно сделать, это сохранить свой корабль. И только потом уничтожить противника. Потому что если вы свой корабль не сохраните, чем вы будете бить противника? Вот как он оттуда уйдет сейчас? Вот прежде чем туда залезть, он подумал, как он оттуда уходить будет. Курятник не понимает сейчас, кого надо бить. А бить нужно правого. Он основная угроза для самого курятника. Ему это не интересно. Он даже не пытается поджаться куда-то. Он просто по открытке едет, и нормально все у него. Пробую как-то занять позицию, чтобы выходил противник на двоих сразу же. Чтобы он не выходил на него одного. Чтобы урон был, размен урона был в нашу пользу. По оружию старайтесь оставаться на том, которое зарядится быстрее. Ну и вот он. Направо, быстро. Вперед, вперед едь, не назад, вперед едь. У тебя хп не хватит, ты его не вы... И вот мы теряем нашего линкора. Я не свечусь, то есть этот не знает, где я в данный момент. Я могу резко на него выскочить. Снимаем вертолет в надежде на то, что вертолет даст дополнительного урона. Ну-ка. Пытаемся его перестрелять. Минус. Так. Курятник. Ты куда? Куда ты, курятник? Куда ты? Вперед давай, поджимайся вправо. Быстрее. И почему ты не бьешь никого? Он вообще бьешь? Ты пацифист? Я понял, он пацифист. Курятник пацифист — это плохо. Это хуже, чем вся команда пацифистов. А, о, он начал куда-то стрелять. Или этого вертолета, висящие в воздухе, сами начали стрелять. Что это, кстати? Нахимов. Нахимов довольно злая машина, но он опять же не знает, где я. Потому что я не в засвете. Видите, здесь нет значка с левой стороны. Поэтому я могу довольно неожиданно к нему подскочить. Пока он там разбирается с курятником, курятник его раздамаживает, я подойду почти фуловым, он будет уже с половиной. Соответственно, я могу его забирать. Альфа есть? Альфа есть. Переключаемся на гранатометы, потому что они зарядятся раньше. Ну вот, как-то так. Давайте разбираться. Итак, что мы здесь возымели? Первое. Мы видим, что курятники в обеих командах. То есть засвет не наша работа. Вообще не наша. И вообще, если вы играете на курятнике, если вы оператор курятника, первая ваша задача — это засвет. У вас две основных задачи, которые вы должны выполнить одновременно в начале боя. Первое — засейвить свой корабль. Второе — дать инфу. Потому что без инфы, да даже вот сейчас с инфой не пойми, что творилось, но без инфы ваша команда будет играть вслепую. Вот и получается, что у меня курятник ни черта не делает, он не выполняет свою работу, я, соответственно, должен делать его работу, еще и свою. Ну, я как бы тоже не тот же, не Dark Control какой-нибудь, или кто там еще у нас есть из таких мега-монстров, которые там в одного могут разложить там полкоманды. Я так не справлюсь. А новичок, вот новичкам что делать здесь? Да, поэтому каждый должен делать свою работу. Курятник ее не сделал. Хорошо, я поднял вертолет. Засвечиваю. Противник идет налево. Курятник у них в просвете. Хорошо.
Он в просвете. Что можно сделать? По нему можно отстреляться. То есть у вас есть оружие, которое стреляет на большие дистанции. Там пушки, гранатометы, ракеты. Зачем идти в его сторону? Не надо туда идти. Выйдите на прострел и отрабатывайте. Если вы не смогли его добрать, черт с ним. Да, не надо увлекаться, как наши двое. Поперлись прямо к нему. Они его на абордаж брать хотели, что ли? Или, я не знаю, просто залезть на палубу и его обоссать? Или что они хотели сделать-то? Вот этот вот ход от линкора, от вот этого вот крейсера, которые вперед убежали. Или кто там был? Ушаков, наверное, был. Ну, я не знаю, может, вот этот он 28 уровень. Ну, ладно, к нему вопросов нет. Но, опять же, вот для таких 28 уровней объясняю. Не надо туда лезть. Если вы куда-то лезете, в первую очередь подумайте о том, как вы оттуда вылезете потом. Если вы куда-то решили залезть. И есть ли в этом смысл? Вот когда я полез на крейсера этого, который нас обходил, это был Велогульф, насколько я понимаю. Я полез, во-первых, потому что его раздамаживал линкор. Во-вторых, потому что он забрал линкора, соответственно, я линкора должен разменять, чтобы был хотя бы размен. А в-третьих, потому что не горел значок слева. Я не светился, он не знал, что я к нему лечу. Вот три причины, почему я к нему полез. Почему эти ребята полезли к курятнику, я не знаю. Я до сих пор не понял. Но вот Миссури оттуда вылезти не смог. Второй, кто с ним был, тоже вылезти не смог. Слава богу, что их линкор, у них кто там был? У них Ямато был. Он тоже допустил ошибку. Он высунул свой огромный шнобель из-за угла. И я смог отработать вместе с нашим линкором. Таким образом, передамажили мы его и утопили. Но линкора это все равно нашего не спасло. Поэтому, первое. Каждый свою работу, если вы играете на курятнике, не забывайте особенно об этом. Вашей команде нужен свет. Без света это кошмар. Если ты не знаешь, где противник, вот сейчас двое, Нахимов и Велогульф не знали, где я, чем это для них закончилось. Я просто подбираю нужные мне моменты, выпрыгиваю на них. Поэтому инфа должна быть. Инфа очень важный критерий. Не надо так к нему относиться легкомысленно. По инфе работаем. Первое, это вот помним, что инфа, да. Второе, не играем от открытой воды. Сейчас вот этот опять же момент. Сколько раз повторяем. Не играем от открытой воды. Двое вылезли в этот пролив. Вылезли почему? Потому что они полезли куда-то, не зная, как оттуда они будут выбираться. Всегда перед тем, как куда-то залезть, задумайтесь, как вы оттуда будете вылезать. И не играйте никогда от открытой воды. Более того, если вы достаете артиллерии, зачем лезть в упор туда? Вы тараниться в него хотите? Нет, так стреляйте отсюда, достаете же. Нормально все. Ну и третье, опять же, да, миникарта, вертолет, значок засвета. Через значок засвета тоже вот можно сыграть, как видите, достаточно результативно. Ильяш, добрый вечер. Хочу в рангах поиграть, играть на каком-нибудь Ушакове или Порт-Рояле, так себе. Можете кораблик посоветовать? Ушакова могу посоветовать. Прошел ивент за автопушку. Какой ивент имеется в виду? Вот этот? Вот это? Тут написано «получено». Получено. Да. Значит, прошел. Если уж получено. Так. Что касаемо корабля, ну вот ваши корабли, по сути. Вот Ушаков. Можете пробовать на Нанчанге, если у вас есть РБУ 2500. Если нету, ну... Тогда в ранге, наверное, вообще рановато еще, потому что без внятного гранатомета в рангах делать нечего, а это единственный. Что еще тут брать, не знаю, Шигара, Кал, это такое себе, не знаю, какая-то невнятная хрень. Ее, если реализовывать, то сюда 2 FGS ставить, но я сомневаюсь, что они у новичка вообще могут быть.
То есть тоже такая себе хрень. Зумвальд, забудьте, это вообще не корабль для новичка. Очень коварная машина. Что у нас еще есть из магазина? Этот вроде был за голду. Но он специфический, у него расположение вооружений вот какое. Все на корме, то есть надо играть через корму. Нужно вот вставать носом вот так вот в остров, да, и вот так откатываться наискось, и вот так прострелы делать какие-то. Туда, там, сюда. Вот это все. Так, это тоже голдовый вроде как. Но он быстрый. Он быстрый. На этом вот можно пробовать. Два гранатомета, 2 плюс 2 ракеты. В принципе, можно пробовать. Но все равно понадобятся внятные гранатометы. Без них никак. Так, что еще? Вислый потопум. Медленный очень. Но остальные корабли, они все арткоиновые. Вот есть ранговые, но это ранги. Велла Гульф. Велла Гульф. Если мы смотрим на вооружение, то он должен что-то напоминать вам. Вообще-то, да? Ничего не напоминает, нет? Ушакова, например, не напоминает? Две пушки, два гранатомета, две торпеды, две ракеты, только почему-то одна плюс одна. Тот же Ушаков, по сути, есть, только он здоровый. Соответственно, его прятать не так удобно. Порт-Рояль, ну, это вообще, не знаю. Что вы будете с подлодками делать? Ну, AFGS у вас, я думаю, нету автопушки, которой вы от торпед можете отбиваться. Ну, соответственно, первая же подлодка торпедная, и все. Вы будете на нее смотреть, просто как она вас, это самое, отрабатывает на вашем порт-рояле приемы из Камасутры. Варяг, ну, Варяг это корабль поддержки, как бы, он сам по себе такое. Ну и тем более он тоже требует упаковки, ему нужны серьезные гранатометы. Нахимов, ой, господи, боже мой, это чисто вот украшение порта. Вот он в порту стоит, большой, красивый такой, и пусть стоит, и черт бы с ним. Так, это у нас БПшный, это вообще мне из рулетки выпал, единственный за 2 года. Спасибо разработчикам большое. Петр, ой, нет, Петр тоже нет. Огромный, медленный, на нем играть практически, ну, нереально. Это вот как в предыдущем бою Ямато выходил из-за угла, вы также будете выходить, и вам полный нос будут напихивать. Это, ну, тоже мертвый вариант, что Нахимов, что Петр. А вот Шило, например, из рангового магазина. Он, по сути, из вот этих вот Порт-Роялей и Велогульфов, только он их обоих убивает. В ноль просто убивает. Они нафиг не нужны, да, так как есть Шило. Но Шило еще надо получить. Калоша. Я не знаю, вы получили калошу в подарок? Ну, это корабль такой, он очень специфический, и он требует, очень требует подхода к себе грамотного. Новичку он тоже не зайдет. Ну и все. Линкоры это вообще не для новичков. Это вас там просто раскатает артиллерия в хлам. Там даже новичок, не новичок, неважно. Попадете против арты, она вас раскатает. Поэтому самый вариант это вот Ушаков. Как вариант, есть, конечно, еще Нанчанг, но в любом случае нужны гранатометы. Дэнни Ковали, добрый вечер. Здрасте. Здрасте, здрасте. Проходите, присаживайтесь. Так, Шелл это Ушаков на стероидах. В некотором роде, да, 26 узлов, он бегает. Ну, у него вооружение, конечно, хорошее. У него 2 плюс 2 ракетный. Тот самый вариант. Если рассматривать проект 2145 или лидер, 2145 будет сложнее. Но у него 2 пушки, 2 гранатомета. То есть он закидывает хорошо. Если у вас есть вот эти вот... Ну, МКшки, я думаю, у вас есть. Но вам нужны гранатометы в любом случае на него. Да, то есть, если его вооружить, гранатометы, пушки нормальные, у него куча неотводимого урона, во-первых.
А во-вторых, у него распределены ракеты так, что их можно там одну за другой пулять и ПВО таким образом разводить. Но он сложен. Сложен в том, что у него все на заднице. У него все на заднице. То есть вот у вас угол, допустим, вот здесь. А, так, вот так идет угол. И где-то там противник. То есть, чтобы на него выйти, ну вот вы весь нос высунете, а стрелять еще не сможете. Вам нужно именно вот жопу, корму так называемую, выставить. То есть, либо разворачивать корабль, либо, как я и сказал, вставать к этому углу носом. Да, вот, допустим, вот это противник, да, и вот он у вас угол впереди, вот здесь угол, а вот там противник. И вам нужно будет так наискось откатываться назад, отстреливаться и вперед за угол убегать. То есть он требует, ну, такого к себе подхода. Это корабль сложный, он не такой простой. Но он хороший корабль, да, он действительно неплохой. Подлодки для него, конечно, проблема, потому что у него только 2 гранатомета есть, чтобы отбиваться. В одного не отобьетесь. Лидер, он проще. Он быстрее. Но у него одна пушка и 2 гранатомета. Соответственно, неотводимого урона у вас меньше. Все больше вот 2+2 и 2 торпеды еще. Ему добавили в каком-то из обновлений ПВОшек. Так что ПВО у него присутствует в некотором роде, да, в один слот. Там ксамы, в другой гарпуны, или весь его нашпиговать гарпунами. Хотя гарпуны больше, наверное, по самолетам будут, уже ксамы плюс гарпуны, что-нибудь такое. Чтобы от ракет отбиваться, потому что самолеты вы все равно... Если самолет будет висеть где-то километрах в 6 от вас, вы ему все равно ничего не сделаете. Так что лучше акцентироваться на ракеты. Вот, и он шустрый. У него 26 узлов. Здесь, как бы, как всегда, узел пририсовывают. Я не знаю, зачем это делается, но он быстрый. У него высокая камера, что дает возможность из-за препятствий пулять ракетами, если у вас какие-нибудь спамовые есть, там, римки 2+2 или еще чего в этом духе. Вот, как бы, тоже вариант. Но, тоже так. Не знаю, я бы все же предпочел Ушакова. Как-то вот так. Да, в магазине нет граников. В магазине вообще нигде нет граников. Их нет в магазине в обычном. Их нет в магазине ранговом. То, что там дали этот ракетный, это так себе. Да, он нерфит подлодки. Там вопросов нет. Подлодки он реально нерфит капитально. Но это все, что он может. В остальном он бесполезен практически. Потому что корабли его нерфят талосом, дымами его нерфят. То есть он как бы очень-очень чувствительный к ситуации. Так что только рынок, только вот сюда, вот где-то, ну, в районе 350 ставки можно делать. По-другому никак. Можно сюда пойти купить асраки, если уж совсем все плохо. Он похож на 2500, похож он на него. Перезарядка 4,55, вот это вот все. Он похож. Я его когда-то сам рекомендовал как такой бюджетный вариант. Потому что тот был дороже, он сейчас, видите, на 112% дешевле стал. Такие вот пироги. Гранатометы в этой игре это самое вот такое слабое, уязвимое место. Пока оно не продумано разработчиками никак. Так, что у меня в ушах свистит? У нас ховеркрафт где-то, что ли, рядом? Вон он, Борисик. Осмотрелись по карте, уходить будем сразу же вот туда. Кораблик будем сейвить вот за этот остров. Потому что куда-то еще лететь это бесполезная затея. Разворачиваемся. Поднимаем вертолет. Пулять, кстати, не надо вот так, потому что когда вы стреляете, вы режете свою незаметность. И противник может вас увидеть раньше. Так, Борюсик, Велогульф, Зумбальд. Вот, проект 2145, Нанчанг еще есть. Тут тоже Нанчанг, Сревиджая, Ушаков, Порт-Рояль. Пытаемся дать засвет. За нами кто-то летит, кто-то догадался. Смотрим, где вражеские вертолеты. Врагов нету вертолетов в воздухе, очень странно. А вот, так,
что они делают? Они куда-то поехали, не пойми куда. Нет смысла, вообще не долетит. Так, занимаем. Ну вот так играть не надо, ребят. На открытой воде оставаться здесь нельзя. Вас просто сожрут. За бесплатно, на халяву. Потому что вам некуда спрятаться. По вам стреляют, куда вы спрячетесь? ПВО вам не поможет ни против пушек, ни против гранатометов тех же самых. И ракеты оно не все посшибает. С этим что-то давно не играл. А, вот. 7,3. О, так вот интересно. А почему 19 все время показывает? А что он делает на открытой воде? Его расстреливают, он ничего сделать не может. Перелет опять. Ниже надо брать немножечко. Нет, он все же улез за остров. И вот у нас уже минус 2 корабля. На ровном месте. Просто на ровном месте. Один противник здесь. Имеем в виду. Так, Зумвальд куда-то лезет. Блин, не успел. Попробуем его подсветить. Где он, где он, где он? Он уже в нашу сторону идет. Это не то. Даем торпеды в Зумвальд, потому что Зумвальд не чем их отбить. Ну, я надеюсь, что ему нечем. Пушек у него нету. Так, у нас Борюсик классный. Стоит на открытой воде, и все ему нормально. Так, я в свете. Оп. Ходим. Все. Мы поиграли. У нас остается двое. И мы уже ни черта толком здесь не сделаем. Тут подкрадывается уже их Борюсик. Я так понимаю, это Борюсик, да? Ну вот зачем ты вылезаешь? Зачем ты вылезаешь? Ну у тебя же есть гранатометы. Да ё-моё, двойное прожатие. У меня болезнь какая-то. Я постоянно дважды нажимаю на эти кнопки несчастные. Так, уходим от Борюсика вперед. Значит, что-то сделать, но ничего мы уже не сделаем явно. Здорово, Борюсик. И мы поиграли. Причем это не они выиграли даже бой сейчас. Не они выиграли. Это мы им бой отдали. Просто куча ошибок. Двое остались на открытой воде. Борюсик вообще не понимает, как на нем играть наш. Просто вообще не понимает. Эти корабли, они специфические. Смотрите видео по ним, как они применяются, что с ними делать. У них мало ХП. Это надо понимать. Одна ошибка, вы в порту. Потому что этот корабль, он, ну нет у него ХП. Ну, он вообще, как сказать, он тоже не для новичков. Я эту фразу уже часто повторяю, что и Зумвальд не для новичка, и Борюсик, он тоже не для новичка. Просто потому, что эти корабли, они специфические. Вот наш Борюсик, чем он занимался? Я не знаю. Он набил 13 тысяч героических каких-то. То есть... И причем полез куда-то в дальний угол. А зачем ты туда полез? То есть такое рельсовое мышление. Если у меня маленький кораблик, значит, я должен залезть куда-то далеко. Всех оббежать. Хорошо, тебе дали инфу. Я полетел вперед на вертушке. Дал инфу, что в твою сторону пошла чуть не вся команда. Там 3-4 корабля к тебе идет. Кого ты там обходить собрался? Ты в лоб на них идешь. Человек не сопоставляет это никак. У него есть инфа, но он ее не понимает. Поэтому, ну, как бы
В этой ситуации нужно было отыгрывать на нем, как на обычном корабле. Вот к нам подплыть, мы там вдвоем с Порт-Роялем стояли, вот к нам подплыл бы, мы бы забрали Нанчанга. У нас был бы дополнительный этот урон, потому что я к этим пушкам еще не пристрелялся нормально, я там мазал, как не знаю где, руки прям оттуда растут, видимо, откуда у всех ноги. Но у него-то пушка самонаведения имеет, он бы попадал. Нанчанга бы забрали, -1 уже был бы. А у них Нанчанг вообще живой остался. Хотя он тоже все делал неправильно. Но 27 уровень, там все понятно. Ладно, вопросов не возникает. Двое на открытой воде. Борюсик, не пойми, чем занимается. -3. А у нас всего 5 кораблей в команде, понимаете? И все. И все. Причем инфа была дана. И по классике эта карта играется через ту позицию, на которой мы с Порт-Роялем были. То есть уходим за остров. Первые засейвили свои корабли. Кто корабли засейвил, прожил как минимум дольше всех. Понимаете? Поэтому первое, сейвьте свой корабль. Потому что вам чем-то играть надо, понимаете? Чем-то надо играть, поэтому корабль надо засейвить. Инфу получили, все нормально. Хорошо, засейвили корабль. И дальше уже отыгрываем. От сейва какого-то. Хоть от какого-то сейва надо отыгрывать. Да, есть моменты с сейвом, которые сыграют против вас. Возможно, будет в каком-то бою, прям чтобы наглядно показать. Но в принципе своем остров элементарный, это уже как бы вот ваше укрытие, где вы можете отхилиться, где вас никто не достанет. И так далее и тому подобное. Вот это вот куда-то там я сейчас полезу, всех обойду, бегу, это... Так, ну, естественно, он меня подрежет сейчас и развернет мне корабль. Поэтому мне придется сейчас пропустить тайминг по засвету. Замечательно. Он же не будет смотреть ни направо, ни налево, правильно? Правильно. А зачем, действительно? Что за фигня? Больше в марте играет. Так, Борюсик, Белгород, Шаков, 30, Смарт. Вертолетов я не вижу. Так, смотрим на разъезд. Что мы имеем такие? Двое ушли. Ну да, конечно. Двое ушли направо. И остальные ползают слева. Интересно. Наглый выход такой, конечно. Сейчас можно, по сути, пойти с нашими направо. И просто их толпой задавить. Ну вот что это такое? Ну вот что это такое? Вот на угол сюда встань. Куда ты прятаться будешь от них? Я пробую проскочить. 62 закинул. Нет, он еще дальше вправо ушел. Молодец. Ну куда, ну куда, ну куда? Вот куда я сейчас встану, по-вашему, гений? Вот куда я сейчас встану? Давай вытолкай меня под них. Молодец. Ну вот о чем я и говорю. То есть вообще ноль. Просто какой-то ноль полный. Просто ноль. Люди вообще не понимают, что они делают. Давай толкай меня на них, действительно. Просто вытолкай меня к чертям туда. Нафиг я нужен. Не, он сам выскочил. Ну, выскочил, молодец. Доволен. Все, стоим спокойно. Осматриваемся. Что у нас есть? Так, у нас что? У нас Белгород, у нас не арта. А где, кстати, этот Белгород? Что он сюда не подплывет и не накидает? А, он в одиночное плавание пошел. Ну да, то есть у нас минус Белгород. Так, я включаю флаг. Имею право. Только из одной его достану. Ну еще. Хотя бы из одной. Нормально. У нас уже минус 2. У них только минус 1. Ну, где-то остановишься. Он не остановится, он поперся куда-то. Ладно.
Марту с граников попадать сложно. Борюсик, здорово. Как дела? Не-не-не, иди нафиг своими ракетами. Я тебе торпеды в ответ. Господи, ты можешь в меня не врезаться? Ну вот серьезно, ну вот ну что ты делаешь? Вот я вообще не понимаю, что ты делаешь, если честно. Ну, я не знаю. Ну, с такими союзниками враги не нужны. То есть человек вообще, он просто, он в своем мире живет. Просто, ну что вот как, ну ничего вы не сделаете. Вот в таких ситуациях вы не сделаете ничего. Смиритесь просто, что ваши союзники вас прикончат просто. Не враги, а союзники вас прикончат. Они вас вытолкают, будут пинать весь бой, не делая при этом ни хрена. И вам не давая сделать. Ни хрена. Вы с нулем урона уйдете просто. Давайте разбираться. Так. В начале боя я лечу светить. Но я сразу говорю, что меня подрежет подлодку. Потому что союзник, пофигу, что у него 52 уровень, он вообще не будет смотреть, куда он плывет. Ему наплевать, он будет плыть прямо. Если вы направите свой корабль куда-то там уже в укрытие, ну, на базовую позицию, и поднимете вертолет, он все равно вас пихнет, вытолкает куда попало, и вы окажетесь на открытой воде, когда переключитесь с вертолета на корабль. Следите за этим моментом. Потому что вашим союзникам на вас не то, что плевать, они вас прикончат сами, как по этому бою вы видели. Они сами вас пришибут, потому что нет у них ни малейшего понимания, что это за игра, как в нее играть и вообще о чем идет речь. Я не знаю, во что они играли до этого, но по идее ни в одной игре так не надо играть. Ни в одну игру не надо так играть. Надо смотреть по сторонам, что ты делаешь, что вокруг тебя происходит и так далее. Здесь даже о миникарте говорить не приходится. Они вообще не видят, даже перед собой ничего не видят. Поэтому опасайтесь своих союзников. Вот вам следующий момент, следующий совет. Опасайтесь союзников. Да? Берегитесь их. Они иногда хуже ваших противников. Потому что вы их пристрелить не можете, в отличие от этих самых противников. Итак, я даю за свет. По инфе у нас двое справа, и направо уходит сразу несколько наших кораблей. Что это нам дает? Мы имеем на правом фланге численное преимущество. Поэтому я перепрыгиваю сразу же на этот же правый фланг, потому что их двое перед нами. А нас там то ли трое, то ли четверо было. Соответственно, мы можем их продавить. Мы можем даже в атаку идти. Но как бы вот этот вот товарищ, который самый первый ломанулся, я там не помню, на каком он корабле был, да и не важно это. Но вот пересмотрите бой, вот опять же, вот тот же самый тупняк. Открытая вода. Ну на кой хрен играть от открытой воды? Ну куда вы там спрячетесь? Перед тобой два корабля, стоящих в укрытии. Даже если ты их раздамажишь, они отойдут назад и спокойно отхилятся, и ничего ты с этим не сделаешь. Все, что летит в тебя, будет залетать, потому что, окей, ты первые там ракеты отвел. Допустим, а дальше что? Они тебе вдвоем перегрузят твое ПВО. Ничего ты с этим не поделаешь. Какое бы оно у тебя ни стояло, вдвоем они тебе его перегрузят. ХП у них вдвое больше, как минимум вдвое больше, чем у тебя. Что ты сделаешь в этой позиции? Ничего. Поэтому никогда не лезьте на открытую воду. Особенно, если противник в укрытии. Если вы на открытой воде, противник в укрытии, считайте, что вы уже в порту. Выйдите из боя спокойно. То есть, что вы выйдете из боя, что вы в нем останетесь, эффект будет одинаковый. Вы все, вы поиграли. Вы закончили этот бой. Далее. Мы пытаемся закрепиться на углу. Пытаемся, потому что... Почему я говорю пытаемся? Потому что ни черта мы не закрепились. Старайтесь, если кто-то из ваших уже там встал, на какую-то позицию занял, встать с ним в какую-то параллель. Но, опять же, вот как играл Зумвальд, который меня пихал куда-то там, он играл, ставя корабль все время поперек. Давайте сейчас прям зайдем в тренировочную. Потому что это надо наглядно показывать. Так,
форт Ямато у нас будет враг-противник. Лютый, страшный. Будем сейчас с ним воевать. Это, конечно, будет другой угол. Но все равно, я думаю, будет достаточно наглядно. Вот мы закрепляемся на углу. Впереди противник. Вот он. Так. Вот как играет Зумвальд. Он выходит вот таким макаром. Так, кто-то скажет, ну у него же пушки на носу. Пушки-то на носу, да, но, во-первых, если кто-то не в курсе, то когда по вам стреляют артиллерийские орудия, они имеют тенденцию рикошетить. Поэтому если вы ставите носом корабль, то урон будет меньше. Не скажу по цифрам, это вам надо к Дарк-контролу подойти, чтобы он там точные цифры выдал. Сколько будет именно этого рикошета. Но в данном случае играть нужно всегда вот в таком формате. Да, то есть от угла вы выходите вот так. Либо вот так, либо, особенно если вы на 21.45 играете, или на Кирове, то вы выходите вот так. Да, если у вас установлены граники на корме, например, да, то чтобы не жадничать, допустим, если вы хотите вливать урон, но вы опасаетесь получить много. И чтобы не жадничать, смотрите, вот противник отстрелялся, вы видите, что трассеры вылетели. Вы вышли, отстрелялись, дали вперед. Да, вперед корабль будет быстрее разгоняться. И сразу же убрали корму. Повернули, убрали корму. Или же, если вы выходите так, таким вот макаром. Если вы выходите так, да, желательно, чтобы впереди оставалось место. Вот вы отстрелялись, отходите назад и резко убираете нос. Чтобы вот этот залп, который полетит, он, возможно, упадет в воду или вообще левее пройдет. Вот таким макаром выходите, особенно на больших кораблях, упаси вас Боже. На линкорах, на крейсерах. Вот так вы еще не... Вот вы будете вот здесь где-то еще. Вот вы здесь. Вот вы здесь. Еще назад, назад. Вот вы здесь, а по вам уже летит. Первый залп вы здесь получите. Вы получили уже здесь первый урон. А вам еще вперед идти. Вот вы вышли, долбанули разик, идете назад, и здесь вы получаете уже второй урон. Поэтому выход поперек, эта штука довольно-таки, ну, крайняя и ситуативная. Когда есть возможность, допустим, пробежать, вот здесь, допустим, щель, здесь вот второе какое-то укрытие, пробегая мимо долбануть, как вариант. Если вы выходите окончательно, прям вот выходите и будете его забирать, вы знаете, что будете забирать, тогда может быть. Можно. Но если вы играете статично от угла, то корабль всегда вот в таком формате должен быть. Вот в таком формате. Вот в таком, так повернут к противнику. Либо вы выходите носом, да, либо вы выходите кормой. Вот так назад. Уменьшите размеры своей цели, да, в какой-то момент, возможно, он даже не успеет вас ракетами захватить, вы уберете центр корабля, на который лочатся эти ракеты. И таким образом вы как бы избегаете максимального урона, при этом стараясь нанести максимальный урон. И со своими союзниками вставайте в параллель все время, да, параллельно вставайте. В лесенку, так называемую. Не надо вот как этот Зумвальд пинать куда-то союзника, выкидывать его. Тем более, что если он уже битый, он, возможно, отошел в укрытие, чтобы отхилиться. А вы его выпинываете, его там добьют. Каким бы ни был союзник, это все-таки единица в вашей команде. У вас их всего 4. Придурка. Пардон, извиняюсь. Нормальных человека, возможно, и так далее. А поэтому, в общем, материал, я надеюсь, усвоен. Так, уходить будем направо. У нас опять Борюсик, который сейчас куда-то ломанется. Что это у нас там такое страшное? Басистый, что ли? Что это такое? Так, уходим направо, авиков нет. Поднимаем сразу же курятник. Чем быстрее вы поднимете вертолет, чем быстрее вы полетите, тем раньше можете получить инфу. Чем вы раньше получите, тем лучше для вас. Вот сейчас я смотрю, вообще, кроме меня, никто никуда не полетел. Я один лечу. То есть всем будет поливать.
А вот противник летит. А! Ладно, разменялись. Хорошо, на свет есть. 9 километров. Эх! 32 занес. А зачем я из границы стрелял? Так, у них арта. Эх, 46. Так, арта пуляет во все стороны. У них прям аж не живет. И все, из-за светов больше нет. Так, у них Агайо, Зумвальд, Жанна Дарк, Нахимов и Боря. У нас Калоша, Боря, басисты, Ушаков и Свистики. Ребята поперлись куда-то туда. Зачем? Можно? Зачем? Так, прикол с гранатометом. Я уже показывал не раз, но еще раз покажу, да? Через препятствие. Если у вас кто-то вылезет вот сюда, будет вариант отстреляться через препятствие, не высовываясь. И опять же, не гнушаемся тем, чтобы сбивать вертолеты вражеские. Так, противник встал. Хорошо, продвигаемся тогда дальше. Есть вариант подловить. Потому что мы не светимся, да, значок. И подловить удается на 62. Идем дальше. Не получив при этом в ответ. Борюсик прям Рэмбо. Прям Рэмбо. Смотрите, куда залез. Вот как он оттуда вылезать собрался, я не знаю. Кажись, у нас сейчас будет еще и минус Борюсик. У нас будет минус 2. А, Борюсик сам подставился, его заберут, блин. Но если бы Зумвальд хотя бы выскочил за ним, был бы вариант этого Зумвальда разменять. Вот здесь мы от конца острова поднимаем вертолет и смотрим, что он интересного есть. Вертолет минус. Вот так можно простреливать здесь. Вот. Через этот самый накрываем гранатометами, не высовываясь вообще на него. Так, а он тупит, да? Немножечко. Поворачиваем мы. И наш басист, и как Борюсик, прям, да, туда же. В ту же атаку решил ломануться. Зумвальд ракеты на лазерах. А? Замечательно. Вот арта это как раз один из тех моментов, когда вы ничего не можете сделать. Так, я тут не останавливаясь пошел. Но это я не рассчитывал. Я должен признать, что он меня обманул. Ай-яй-яй-яй, вот я сейчас ухожу совершенно неправильно. Вот я сейчас отлез от укрытия. Посмотри, что будет сейчас со мной. Сколько я проживу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я хотя бы разменяюсь. А, я один остался, так что нормально. Все нормально, я один остался. Я могу тупить, имею право. Да. Просто, блин, просто ребята жгут напалмом. Напалмом жгут. Давайте разбираться. Поехали разбираться. Так, Борюсик. Просто Рэмбо. Просто вот мощный Рэмбо. Куда он полез? Вот на что он рассчитывал? У него ХП, у него 400 тысяч нету, по-моему. У него 390 с чем-то тысяч ХП. Куда он полез? На что он рассчитывал? Что он хотел сказать? Чего он хотел добиться? Кстати, у нас всего один... А, Нахимова я забрал, ребят. Мы не проиграли в сухую, потому что я забрал Нахимова. И я даже не дал им в сухую нас развалить. Я считаю, это лайк. Дальше. CSTP ушел на второй фланг. Второй фланг здесь играть, ну, как бы, зачем? Можно, но зачем? Какой смысл здесь сейчас его играть? Если противник весь скучился за своим островом. Соответственно, не проще ли вот пойти и за нашим островом скучиться там и встать? Калоша, господи, боже мой, блин, 7000 на открытой карте. Ну, вот 7000. Почему? Да потому что на открытой воде сам встал. Он же мог встать за островом и через остров накидывать тем, кто вылезет на открытую воду. Вот тот же Зумба, где я показывал вам этот трюк с гранатометами, когда вы кидаете через край острова.
Он мог встать там же и ракетами его засыпать, просто оторвать ему все лицо, потому что у Зумвальда ПВО не самое лучшее, а у него ракет неотводимые. Просто мог разорвать, но он этого не сделал. Ну ладно, 38 уровень, хорошо. Объясняю для 38 уровня, что то, что Калоша силен на открытой воде, он действительно может на открытой воде, это не значит, что он может просто встать на открытой воде и делать что угодно. Здесь та же история, что с дымами. Когда там Алекс сказал, что дымы имба, все начали просто выходить перед линкорами и кидать под себя дымы в надежде, что это их как-то спасет. Не спасет. Дымы так не работают. Дымы имба против ракетчиков. Дымы нужно использовать грамотно. Когда надо, где надо и как надо. Они сами по себе не имба, так же, как и калоша. Даже если он может оторвать все лицо на открытой воде, он его и потерять может точно так же. Поэтому укрытие и только потом вылавливание целей, которые вылезут на открытую воду. Тогда, да, вы вполне себе на этой калоше разорвете там всех в клочья. Борюсик, кстати, тоже. Ну, что это за 95 тысяч? Ну, Борюсик же может больше дать. Но он подлез в упор к противнику. Смысл? Ладно бы, я бы понял, если бы он от противника держался далеко-далеко и пытался бы от инвиза работать. Но он в упор подлез. В упор. Зачем? В чем смысл? Как бы, то есть, вот опять же, то, о чем уже говорилось. Прежде чем куда-то залезть, ты подумай, как ты оттуда вылезешь. Вот он подумал, как он вылезет? Нет, он не подумал. Он просто поехал к противнику, сейчас он всех нагнет. Не нагнешь. На примере Калоши мы видим человеков, много таких игроков, которые ищут легкого пути. Встать и всех нагнуть. Я вот встану, у меня все самонаводящееся, я встану просто и всех нагну. Так здесь не бывает, нет тут такого. Здесь на всем надо что-то делать, надо вертеться, крутиться. Да даже на авике, если ты играешь, тебе авик надо куда-то отгонять, сейвить его. Потому что рукастый Борюсик, он обойдет, прилетит там где-то издалека, и тебе его сожрет нафиг. Или агроном, или бурый вестник. Или тебя просто авиацией засветят. Даже на авике надо куда-то вертеться, крутиться и уходить. Человек хочет просто встать посреди воды и всех победить. Нет, не работает. Не работает. Что касаемо карты, вот этот остров, за который я все время ухожу, это и есть основная позиция. Что с одной стороны, что с другой стороны. Так отыгрывается на основных кораблях, отыгрывается от этих позиций. Не надо придумывать велосипед. Если вы попретесь налево, вас снесут просто. Скорее всего, вас снесут. Считайтесь с этим. Вот вбейте в голову. Если я поехал налево, меня снесут. Потому что шанс, что вас не снесут, ниже, чем шанс того, что вас снесут. Предположим, что вас не снесли. Если у вас корабль не Борюсик, да, и у вас скорость там 22-23 узла, а что дальше вы будете делать? Вы пока доползете до огневой позиции, бой закончится. То есть ваша команда закончится или вражеская. Так зачем придумывать велосипед? Играйте от штатных позиций. На всех картах есть стандартные штатные позиции. Первично играйте от них. Когда у вас будет опыта, там, я не знаю, выше крыши, когда вы будете играть как там стейджи и тому подобное, бога ради, играйте как хотите. Там вообще мои советы вам нафиг не нужны будут. Вам ничьи советы не нужны будут. Вы сами все будете знать лучше всех, когда у вас будет там статус героя, статус легенды. Ну, не такой, как вот у нас был в самом первом бою сегодня герой, который, я не знаю, где его взял вообще этот статус, но вот настоящий статус у вас будет, пожалуйста. Но сейчас играйте штатные позиции. Не надо изобретать что-то там Архимеда или я не знаю, что там изобретают. Это ни к чему хорошему не приведет. Как вот вы вот наглядно сейчас показываю, разжевываю уже, прям вот разжевываю. Я надеюсь, что я доступно все объясняю и показываю. Ну и, естественно, моя ошибка. В чем она заключалась? Откатившись назад от края острова, чтобы кидать через эти самые, через край из гранатометов, я должен рассчитывать на то, что если противник идет вправо, я оказываюсь на открытой воде. Мне нужно на это рассчитывать. В случае чего нужно давать вперед, именно вперед. А я поехал назад и что-то там выруливаю куда-то. А надо вперед было пойти, поджаться под остров. Я бы прожил еще подольше. Да, и это бы не спасло бой.
Да, мы бы все равно проиграли. Но в таких ситуациях надо вот делать так, что ну вот еще раз мне стрельнуть, ну вот еще раз им вложить. Ну вот не дать им как бы в сухую нас нагнуть, там, потопить еще кого-нибудь. Постараться выжить максимум. Я максимум выжить не смог, потому что ошибся. Вот это была ошибка. Корявость с моей стороны. Вперед под остров, и потом от острова уже отходить назад. Вот так должно было выглядеть. Так что вот, пожалуйста, вам еще один пример, на котором можно поучиться. Пинака есть в ранговом. Пинака — это недоразумение вообще. Что вы будете делать с этой пинакой? Что вы будете делать с подлодкой? С пинакой? Если она к вам поближе подплывет, пинака даже по торпедам не отстреляется, потому что они что-то только будут всплывать вам под корабль. То есть пинака, она, конечно, забавная по-своему, но такое себе удовольствие. Нужно что-то именно универсальное. В базе должно быть универсальное что-то. Самое универсальное — это РБУ 2500. Миша, Миша, здрасте, вечер, в эту самую там тоже в хату, в хаза там сразу и всем здрасте. Шаня Грачев, здрасте, добрый вечер. Санек, Санек, здрасте, тоже добрый вечер. Почему все дымы ставят в голом поле? Потому что считают, что это имба. Я встал в дымы, меня не видно, я в домике, smoke weed every day. На самом же деле дымы помогают только против самонаводящегося оружия. Все остальное не контрится. Даже ракеты на лазерах залетают в дымы. Ракеты на лазерах, артиллерия любого типа, гранатометы, пушки, все будет в дымы залетать. Дымы вообще это такая штука, там надо знать когда, надо знать куда. У меня сегодня бой был, я, к сожалению, его не записал, очень хотел его показать, я тут просто по полу валялся. У нас получается CSTP, по-моему, или что-то там. Какой-то фрегат, короче, быстрый. У CSTP же есть дымы, да? Сейчас я посмотрю, я прям убедюсь. Где ты? Да, у него дымы есть. Вот это вражеский CSTP был. Он вылетел перед всей нашей командой, прям летел навстречу нам. Прям перед нами вылетает и ставит дым среди воды. Перед 5 кораблями вражескими. Вот до чего доходит уже. Правда, как только он их поставил, так он в них сразу сам и задохнулся, видимо, какие дымы неправильные были. Ну, или это потому, что его до этого уже расстреляли капитально. Но просто выкидывают такие фортели, что я теряюсь. Я не понимаю ни логики мышления, ничего. Зачем, к чему? Вот эти вопросы, они постоянно в башке крутятся. Я поэтому вот и сделать решил такой стрим. Ну, я, конечно, не топовый игрок, но ну, может, хоть кому-то поможет. Хоть как-то, хоть где-то, хоть чуть-чуть. Булат, здрасте. Борисика получил. Это да. Это да. Очень мерзкая гадина. Прям он задолбает всех. Может, его даже понерфил. Вертолета не хватает, да. Но опять же, если у Бори будет еще и вертолет, то это будет, конечно, совсем плохо. На Боре ну, попозже сыграем. Сейчас я просто играю в формате выхода на третий тир. Да, вот как должна выглядеть эта сборка ориентировочного человека, который выходит на третий тир и начинает играть. Вот Римки, МК-8 от 1, РБУхи, вот это вот. Black Host, вот это вот. Да, на таком сейчас играем. Второй вариант, кстати, Нанчанг. Да, как вариант, но первично все-таки лучше Ушаков, потому что две пушки. Да, две пушки это больно. Это проще, и новичку проще в этом плане. Да. Гранатометы реализовывать все же нужна дистанция меньше и так далее. Да. Его тоже, возможно, катнем посмотреть, чтобы люди могли оценить. Но вот Ушаков, как бы, он себя показывает достаточно стабильно. В этой сборке он достаточно стабильный результат показывает. При всем том, что команда союзная делает все, чтобы мы проиграли, но вот Ушаков сопротивляется. Так, где мы? Можно, кстати, вот камеру повертеть и сообразить, где вы находитесь для начала, чтобы понять, куда вы сразу же подскачете. Вперед, ход 15. Курятники есть, курятники нет. У них отряд, у нас отряд. БЧ-6, поднять вертолет целеуказания. Взлетаем, полетели. Кто-то тоже полетел, это хорошо, значит человек думает.
Смотрим сразу же вражеские вертолеты. Так. Ну вот меня человек зачем-то взял и развернул. Ну вот зачем? Вот я шел в том направлении к этому острову. Он взял и меня развернул. И сколько урона я сейчас получу на ровном месте? Просто вот просто весь корабль практически мне разнесли. Вот потому что вот этот дурачок, извините за выражение, просто взял и развернул мне корабль. Вот не смотрит, куда плывет. Пустяк, кажется. Но из-за этого пустяка чуть корабль не потеряли. А у нас их всего 5, напомню. Отрабатываем вертолеты. Не стесняемся. Так, противник у нас скучился где-то справа. Но идти вперед он пока не идет. А вот сейчас типичная ошибка. Человек заходит в центр. Вот этого делать ни в коем разе не надо. Тем более, что инфы по флангу нету. Ну вот опять дымы. А, вот он ставит дымы и отходит в дыма. Вот это уже грамотно. Это уже интересно. И товарищ его в те же дымы зашел. И не давай там толкаться. А здесь гранатометы опять же играет этот прикол. Через препятствия они стреляют. Работаем. Закидываем его, заплевываем, отгоняем от нашего товарища, но это ему не поможет. Его просто заберут со второго направления. Вот и все. Поэтому ни в коем случае в центр вот этот D4 квадрат вообще не лезем. Ни в коем разе. Так, у нас там одиночка поперся со всеми воевать. Действительно, а что нет-то? Я сейчас всех запобедил. Что не запобедить-то всех в одного? Это же можно. Да, кстати, надо стараться попадать, когда стреляешь. Я это как-то стреляю, предупредительные выстрелы по большей части делаю, а надо попадать. Так он зачем-то сюда полез. А нам уже как бы нехим его отстрелять. Что это было сейчас такое интересное? И все, и у меня траектории не хватает. Вот куда ты полез? Иди сюда, здесь его будем принимать. Куда ты лезешь? Вот одиночка наш тоже минус. Они идут группами, наши по одному лазят. А чё нет-то? А чё нет-то, действительно? Так, этот дрищет что-то своими неотводимыми ракетами. Разгон, 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 разгон! Вот и все. Командная игра. У них отряд в 3 человека всю игру и сделал. А у нас один залез в центр. Ну, сейчас будем разбирать, короче говоря. Так. По порядку. Ну, конечно, балансер полное говно. Это надо чинить, потому что не может такого быть, что у них 3 человека, у нас 2 человека. Хорошо, это рандом, да, в рандоме мне плевать. Пускай играют как хотят, да, если уж они такие днища, что они не могут в рандом пойти без отряда. Ну, хрен с ними. Если уж они такие бедолаги, пусть хотя бы так поиграют, тоже сольются. Тем более, что вот этот на DDX, который был, это, конечно, это феноменальный дно. Феноменальный дно. Где он взял героя, я не знаю. По-хорошему, он в этом квадрате должен был подохнуть сразу, но у нас просто некому было его выбить, потому что один полез у нас в этот квадрат. Где-то у нас тут десантник, вихрь. 57 уровень, кстати, человек. 57-й. Он залезает в квадрат, который вообще не играется. Он в него залез, сдох. Второй, кто у нас там? Вот этот поперся в одного на фланг. Зачем? Противник видит, что ты там один, получает инфу об этом, выходит на тебя и забирает тебя пачкой. Ну, нет, я пойду вперед. 50 уровень, то есть человек уже должен что-то понимать в игре. Нет, он не понимает. Он все равно идет в одного, и все ему кирдык.
Вот мы вдвоем стояли в центре, мы урон наносили какой-то. Вот с этим шилом, по-моему, мы вдвоем и стояли там. У нас Амаги был, который, ну, не реализовался никак, потому что попёрся черт знает куда. Ну, есть же инфа, что они встали изначально. Они встали и осматриваются первично. Они не пошли ни на один фланг, ни на второй. Они заняли позиции и стали осматриваться. Что происходит? Что мы делаем? Они увидели, как зашел в центр вихрь. Забрали его. Кстати, это и был Амаги. Вот реализация Амаги. А ведь Амаги мог разорвать там полкоманды. Он этого DDX должен был в клочья просто сломать, схлопнуть его, утопить. В собственных слезах утопить. Но он этого не сделал. Почему? Потому что он заходит в квадрат, который не играется. Он не играется. Этот квадрат — это смерть. Все, ты туда зашел, сразу выходи из боя. Иди в этот самый. И этот должен был схлопнуться. А почему он туда зашел, не схлопнулся? Да потому что у нас все, у нас уже неким было его долбать. Я один его из гранников заплевывал. В начале боя я, опять же, вот я говорил, бойтесь своих союзников. Вот вам второй момент, да, который подтверждает, что союзников надо бояться еще больше, чем противников. Поднял вертолет, полетел светить, мне берет, разворачивает корабль куда-то. Он даже не смотрит, куда он плывет, чего, куда, зачем, почему. Просто разворачивает мне корабль и пошел дальше. Все у него нормально. И мы чуть не потеряли корабль. Мой корабль. Не из-за моей даже ошибки, а из-за ошибки союзника. Да и какой там ошибки? Из-за дурости союзника, беспросветной. Ты видишь, что я взлетел, полетел светить. Ну так ты сделай что-нибудь, как бы там. Оплыви, тормознись, я не знаю, если сам не светишь. То есть, в общем, по этой карте. Первое. Центральный квадрат не играется. D4, если я не ошибаюсь. Вот эта вот зона центральная между островами. Она не играется. Не лезьте туда никогда. Забудьте вообще о ее существовании. Туда можно лезть, если противник один остался, а вас шестеро. Или семеро, или восемеро. Тогда да, еще может быть. Одобряю. Вот как этот сделал, это расчет. Это расчет. Он видит, что мало кораблей. Он видит, что наши корабли расползлись по всей карте за каким-то лешим, чего делать здесь ни в коем случае нельзя. Это вторая ошибка. Очень серьезная ошибка на этой карте. Одни лезут на левый фланг, другие на правый, причем по одному. И, соответственно, все. Поиграли. Это уже проигранный бой. Здесь играется, эта карта пачка играется. Хотя бы два-три корабля в одной точке, они могут что-то зарешать. Но когда расползаетесь по одному, все, это минус. Это минус бой считается. Ну, если только ваши противники не окажутся тупее вас. Но рассчитывать на это я бы не стал. Всегда надо рассчитывать, что ваш противник умнее вас, что он лучше вас играет. На это надо рассчитывать. Инфа получена. Инфа в самом начале была. Инфа была. Мы знали, что они встали, стоят, смотрят. Они осматриваются, что мы делаем. А мы осматриваемся? Мы нет. У нас, блин, 57-й номер поперся в центр. Второй поперся вообще на левый фланг. Чего он там забыл? Что ему там надо? Задайте себе всегда вопрос, а зачем я туда пошел? Вот зачем я встал под этот остров? Потому что эта позиция позволяет мне контролировать и правый фланг, и левый фланг. Откуда бы ни полез противник, я могу его принимать от какого-то укрытия. Если противник не полезет, это другое дело. Я от этой позиции уже могу подумать, что мне делать дальше. Но если я сразу попрусь налево, то как я оттуда буду уходить? А если я попрусь направо, а как я оттуда буду уходить? Поэтому эти позиции, они отлетают сразу же у меня. И противник, кстати, делал то же самое. Они заняли позицию. Ну а ладно, они отрядом, они там с голосовой связью наверняка и так далее играют, там понятно. Тут вопросов нет. Но как бы что мешает вам в одного подумать вот головой сразу же, вот какую я позицию займу? Почему я ее займу? Получили инфу. Инфу не отработали. Поперлись против инфы зачем-то. Поперлись в позиции, которые вообще не играются. Минус раз, минус два. Все, трое против пятерых. Поиграли. Такой вот пример тоже. Ну и, конечно, тут эти герои там в отряде, это, боже мой,
Серьезно, ребята, вы что, так боитесь проиграть, что ли? Ну это же рандом. Ладно, дело ваше. Есть люди, которые трясутся над своей статистикой, над циферками и так далее. Я это считаю слабостью, но люди имеют полное право так делать, так думать и так играть. Чисто в отряде, вот всегда всех побеждать, там из 10 боев побеждать 8 всегда надо, там есть такие люди. Я к ним не отношусь. Я не прогеймер, как бы, не киберспортсмен, поэтому, как бы, мне не интересно. Так, мы сейчас уходим влево. Лево руля. Есть лево руля. Я не вижу курятников, поднимаем вертолет. Призрак 31 ждет призыв. Так, направляем корабль в укрытие и летим. Я сейчас научился взлетать выше под лодку. У нас, я смотрю, поперлась вперед. Она торпедная у нас. Массогрызок Тайге, у них арта поганая. Нахимов, ДДХ, Ушаков, Форбин. Нингбо у нас есть. Порт-Рояль, Петр Великий. Где вы там все? Где вертолеты ваши? Не вижу вертолетов. Очень странный какой-то ход. Они идут к центру. Они идут к центру. Зачем? Так куда-то у них пуляет. Ну вот, пожалуйста, открытая вода. И человек у нас минус. Без вопросов, без вариантов. Он там не выживет. Ну что ты тут встал? Ну не вылезет он оттуда. Не вылезет. Не стой здесь. Господи, боже мой. Да что с тобой не так? Нет, он просто стоит, упирается рогом, блин, и все. И стоит. Все. Ну, стой дальше. Интересно стоять там, наверное, да? Причем вот противники, в которых он даже выстрелить не может. Просто стоит, сопли ест. Назад, 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 назад. Переключаемся на оружие, которое быстрее перезарядится. И отстреливаемся еще раз. Берем еще 26. Это что, попытка в дымы? Прикольно. В чем слабое место дымов? Корабль в дымах стоит неподвижно. Соответственно, вы точно знаете, где он. И вы можете ему накидывать. Ну что, он закончился? Нет? А почему нет? Ребят, ну вы что, прикалываетесь, что ли? Минус 1. Вот что это такое? Вот как они там... Что они там... Что они делают вообще? Ну вот куда? Куда он вылез? Зачем он туда вылез? Что ему там надо? Вертолеты. Так, 4 против 2. Ну вот сейчас можно сюда вылезать. Вот сейчас сюда вылезать можно. Потому что некому вас здесь накрыть. Если попытается вот этот человек отстреляться, вы отстреляетесь в ответ. Арта. Арты на открытой воде, кстати, прятаться проще, чем в укрытиях. Сумбурный совершенно бой, весь построенный из ошибок противника. Просто весь. У нас ошибся один игрок, у них ошиблась чуть не вся команда. У нас, правда, очень агрессивная подлодка, но в данном случае это оправдалось. А7 примерно где-то их арта, да? Или Б6, что-то такое. Все, сразу же поднимаем вертолет, потому что плавать на корабле искать, это затея бессмысленно. Можно даже отстреляться. Вон арта. Нашел арту. Да, ну из 7 квадратов куда-то там ползет. Очень много поведения брать. 6 километров. Вот прям над ним же падают. Но! Попадай! Че он двигается такими рывками-то? Лагает, что ли? Вот
По 5 километрах уже довольно точно работают границы, надо сказать. БЧ-3, точно. На предварительном старте. Право руля. Есть право руля. Эх, Есть захват цели. утонул. Так, ну давайте разбираться. Итак, в начале боя идет засвет. Дается инфа, все нормально, все стандартно, все штатно. Дальше начинается эх, Нингбо. Нингбо, который должен был разорвать всю их команду. Он остался на открытой воде. И утоп. Зачем? Не знаю, найдите парня, вот его ник, спросите у него. Может, он вам что-нибудь интересное расскажет. Я до сих пор не понимаю. Штатный отыгрыш. Налево, за остров. Заходим за остров, начинаем отстреливаться. То есть остров — это первая позиция, где у нас есть сейв. И от этого сейва мы видим что? Мы видим, что противник за каким-то лешим в 2 корабля прется к центральному острову. Что ему там надо? Тоже прекрасный вопрос, но вряд ли я дам на него ответ, потому что, во-первых, я был во второй команде, а во-вторых, я редко понимаю подобные действия от этих совершенно замечательных ребят. Там у них был DDX, и что у них там было еще? Шаков был или кто там? Ахимов, Орбин, черт его знает. В общем, на центральном острове почему нельзя играть, вы видели. Потому что противник ваш за своим островом в сейве находится, вы пытаетесь стрелять, он просто укрывается от вашей стрельбы, потом выходит и по вам отрабатывает, по вам попадают, вы в ответ ничего сделать не можете, все, на центральном острове мертвая зона, нечего там искать. Против ботов будете играть, пожалуйста, бога ради, если же играете в ПВП, не лезьте туда. К их арте вопросов нет, ушел подальше, затонул, к сожалению, не на совсем. Но это мы в конце исправили. И давай палить. Все, он все нормально работал. А кто у них там? Какой-то крейсер у них, по-моему, или кто там у них залез? За остров один. Единственный, кто, в принципе, правильно сделал что-то. Вот зашел за остров и от сейва играл. Он и жил долго. Подлодка наша запредельно агрессивно поперлась вперед. Ну, как бы в данном случае это, конечно, оправдалось, но если вы попретесь на корабли, которые имеют большое количество противолодочных средств, считайте с тем, что вас могут утопить чуть не в первую же минуту просто. Ядрене фени, настолько агрессивно, если вы будете переть вперед. А тем более, что это даже не 0,39. То есть с агрессией на подлодках смотрите сами там поаккуратнее. А то все будет плохо. Вот. Ну и в принципе, что мы такие имеем? Мы имеем бой, полностью построенный на ошибках теперь уже противника. Да, и не могу не отметить, конечно, Порт-Рояля шикарного, который встал и просто вот уже его толкают, пихают, уйди, мешаешь ты тут, что ты тут встал? Нет, он все равно ворочается туда-сюда, нет, вот и нет, и нет, и нет, и нет. И сам не стреляет, потому что нужно отойти левее, чтобы видеть тех, кто на центральном острове. Прострел центрального острова, он с левой позиции от пролива происходит. Он стоит так, что сам его не видит. Просто не стреляет сам, нам не дает стрелять, упирается рогом. Когда его оттолкнули в сторону, он еще обиделся, куда-то пошел на открытую воду. Слава тебе, Господи, что не потонул. Потому что его просто некому было утопить. Противник уже серьезные потери понес. Так тоже не делайте. Ну, как бы вы, если какую-то позицию занимаете, вы ее как-то, ну... Я так понимаю, он ждал того, который стоял за островом, когда тот высунется. Довольно глупая затея, так тоже не надо делать. Что-то стоять там и ждать. Тем более, если у вас есть цели в доступе, по ним работать надо. А не ждать, пока вылезет тот, который за холмиком стоит. Это тоже неправильно. Вы теряете время. Время — это серьезный ресурс в компьютерных играх. Вот. Так что, подводя итог, нормально все по инфе, инфу получили, все хорошо. Дальше пошли ошибки противника. Ошибся наш Нингбо, сразу все, до свидания, пока. Первая же ошибка и привет. Да? И ошибка это стандартная. Открытая вода. Опять же, открытая вода, открытая вода. Да не играйте в этой чертовой открытой воды. В первую очередь спрячьте свой корабль. Вы играть чем собираетесь вообще?
Если вам корабля вообще не жалко, если вам его не надо, так чем вы играть-то собрались? Пальцем? Вам корабль нужен, чтобы играть. В бою вы присутствуете, пока ваш корабль цел. Засейвите его для начала, а потом уже чего-то куда-то. Ошибка, все минус. Приветик. Слишком много агрессии, тоже потонул. Ну да, он там много нанес, двоих утопил, он вообще топ. Ему даже лайк можно поставить, но не знаю. Если бы противник так не затупил, все могло для него закончиться гораздо хуже. Ну и центральный остров не играется, ребят, здесь. Не играется. Базовые позиции за островами большими. Игрывайте от них. Это базовая, основная схематика игры на этой карте. Эх, так. Боря на цирконах прикольный. У меня цирконов нет, это этим дают кому там, легендам, героям каким-то. Я так не умею. Правда, новички предпочитают ракетные корабли и сборки, часто встречаю Ашигару, Порт-Рояль, но не Ушакова. Это ошибка, это неправильно, совершенно неправильно. Во-первых, ракетные корабли как таковые, они более требовательные. Потому что ракеты, они контрятся огромным количеством всяких разных противоракетных средств. Они как раз контрятся дымами, они как раз контрятся ловушками, они контрятся вообще всем подряд. ПВО может сбить ракеты неожиданно. Даже дряблое ПВО может взять в какой-то момент и в самый неподходящий момент вот возьмет и собьет ракеты. А вот пушечные снаряды попробуйте сбить. Чем? Сковородкой? Там какой-нибудь злобный боцман вылезет и будет сковородкой их отбивать или что? Они не отбиваются. Неотводимый урон, он важнее гораздо, чем отводимый. Новички предпочитают пушить соло. Новички вот предпочитают, да, вот пушить соло. Это вот одно из основных правил. Ни в коем случае не играть одному. Против двоих, против троих. Против четверых, уж тем более против пятерых. А против шестерых вы вообще играть не сможете, потому что играют 5 на 5. Здесь надо все время как раз-таки пытаться получить преимущество по ХП, численное преимущество и так далее. Так, давайте Нанчанга возьмем, попробуем его катнуть. Сборка у нас то же самое Римки, МКшка, то же самое РБУ, торпеды те же, вертолет тот же и то же самое ПВО. Все то же самое. Просто здесь упор у нас в гранатомет. Что как бы делает игру немножко посложнее. Особенно на дистанции. Так, Виталик МВ, добрый вечер, здрасте, заходите. Как к вам обращаться? Ну, через чат. Через чат ко мне обращаться. Акию поставьте. В смысле Акию? Откуда у новичка Акия? Где он ее возьмет? Из рулетки, если повезет, разве что. Так, у нас курятников нет. Взлетаем. Open PLV. Так, Марсимал это у нас... Ну да, он просит Open Map. То есть сейчас нас будут бомбить артой. Кстати, возможно, здесь удастся этот момент с артой продемонстрировать. Так, что у нас там? О, у них Ямато, смотрите-ка, самолетик пускают. Так, пошла инфа. Вот все корабли. Так, куда они прутся? Два корабля, у них два линкора, господи боже мой. Миссури, Калоша, Ямато и Арта. Так, ну сейчас мне надо играть предельно в сейве, потому что иначе меня побьют. Так, вот вижу, у них проходят корабли, видите, там лазеры отрабатывают. Калоша. Я не смогу, наверное, перекинуть из граников, потому что он слишком стоит неудобно в этом плане. А, нет, что-то перелетает. Держи. Две калоши у них бегают вместе, видите? Ай! Не перекидывай, ни черта. Ну да.
Нас просто разбомбят артой. А у нас арты нету, да? Вот. У нас тоже есть арта, но она дрябленькая. Шило, Массачусетс, Кронштадт. У них там яматы всякие. Пытаемся. Дымы, 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 дымы. Вот сейчас, кстати, если они в дымах встрянут, будет прикольно. Можно пробовать через эти камни закидывать их. Во, оно собирает паскудный такой, а? А, нет, кто-то там все-таки есть еще. А, вон, второй вылезает. Перед линкором встал дымы. Ну, правда, там линкор Кронштадт. И вот мы видим тот момент, о котором я говорил по поводу арты. А, есть здесь кто? По поводу арты. Когда вы стоите вот здесь, под островом, под каким-то, одноклеточный вас заберет. Вы ничего с этим не сделаете. Вот с этим смиритесь, господа новички. В этой игре такой момент есть. Вы ничего здесь не сделаете, потому что даже ваше ПВО вам не поможет. Так как ракеты ваше ПВО увидит только в тот момент, когда они появятся над вот этим вот островом, за которым вы стоите. То есть буквально там останется, ну, доля секунды до того момента, как ракета попадет в ваш корабль. И, соответственно, ваше ПВО ничего не сделает. Оно даже отстреляться, возможно, не успеет. То есть вас может от арты спасти только такой вот остров, такой возможно, да, через который одноклеточный не сможет перекинуть. Больше вас ничего от нее не спасет. Вообще ничего. ПВО магазинное забудьте. И вообще корабли, вот эти все магазины, ничего вам не поможет. Вообще ничего. Это класс, против которого нет вообще никаких мер противодействия. Это вот самый имбецильно-дебильно-дегенеративный класс, который вообще нужно вывести, я считаю, из игры нафиг. В таком виде его здесь быть не должно. Но он есть, и вот смиритесь с тем, что если однокнопочный захочет вас забрать, он вас заберет. Спасти вас может только высокий берег. Во всех остальных вариациях вас заберет он. Это вот из неприятных моментов в этой игре. А с этим вам надо смириться. Если у вас в обеих командах арта там, арта сям, то, скорее всего, бой будет решаться в формате, чья арта лучше отыграет. И поэтому, кстати, я вам не рекомендую вообще брать линкоры. Не берите их, не играйте на них ни на каких. Ни на хороших, ни на плохих, ничего. Да? То есть здесь даже если, ну, пытаться как-то разобрать бой, ну, а что тут разбирать? Ну, что тут разбирать? Засвет есть? Есть. Позиции заняли, встали сейвовенько. И что дальше? Ну и дальше все. Дальше арта бомбит. Калоши идут вдвоем, добивают. Вот, ну да, можно отметить момент, что калоши вдвоем шли. То есть тимплей без отряда, без ничего, это интересно. Старайтесь тоже вот как-то взаимодействовать со своими союзниками. Но в остальном просто арта долбает, эти добирают. И все. Что тут еще даже обсуждать нечего. Артиллерия, вот это, кстати, вот хорошо, что такой бой случился, чтобы вы понимали, что вот это вот говно, INS S5, она в ранговом магазине JIT, оно вас заберет. При любых раскладах, на чем бы вы ни играли там и так далее. Ну, исключение самые маленькие и быстрые, да, попасть ей будет сложно. Линкоры заберет, крейсера заберет. Эсминцы, если вы под берегом стоите, вас то же самое она заберет. Вы ничего не сделаете. Ничего не сможете противопоставить. Даже если вы Талосы поставите, там многие думают, что Талос я поставлю. Ну, собьет Талос первую ракету, и все, остальные залетят. Как к себе домой. Дядя Степа, правильно? Правильно. Чего Type 12? Мне всегда Blackshot больше нравилось, тем более там пел. Ну, они спамовые просто. Так, есть курятник у них, есть курятник у нас. Но курятник, я так понимаю, спит. Ладно. Спит. Я полетел тогда вперед смотреть, что там происходит. Да, он самолетики разворачивается. Он самолетики над собой пускает. Так, Борюсика засветил. Еще двое. Кстати, курятник в свете у них.
Так, у них один корабль справа. Кстати, что за корабль? CSTP. Право на борт. Он пойдет курятника забирать. Право на борту. Надо что-то делать с этим. Полный вперед. Курятник, догадайся, пожалуйста, пойти на 6-ю линию и CSTP забрать. Есть право на борт. Руль право на борту. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, я в свете. CSTP знает теперь о том, что я иду ему навстречу. Стоп, обе машины. Эх, как поздно-то! Так, а вот это, кстати, хорошая позиция, чтобы с CSTP бодаться. Почему хорошая? Потому что он сейчас будет дристать торпедами, и я смогу отходить за остров. Главный ракетный комплекс. Готовность есть. Нет, Ракетные ловушки отстрелять. 104 занес. Мало назад. Б-2. Можно эту будку убрать, она мешает. Я бы хотел пострелять по тому, кто за будкой в этом самом. Что, не забрали его, да? Он так и плавает здесь. Да, он здесь так и плавает. Сейчас он полезет опять к нашему курятнику. Я так правильно так понимаю, тогда? Так, а наш курятник... наш курятник сам вылез на открытую. Да, ему кирдык, я понял. А вот Носяра. Давайте в Носяру попробуем нести. Чуть-чуть. Ну, замечательно. Б-2. Артиллерия так. Готовность выполнена. Право руля. Есть право руля. Руль право 10. Так, их курятник тоже куда-то собрался по делам, видимо. Б-2. Ракетный Да? отсек. Черт с ним. Выполнена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вы что, не в курсе, что я тут? Б-2. Ракетный. А и вообще пофиг, они по своим делам плывут, что-то там у них. Кстати, у них минус курятник. Это есть шанс уже для нас. Вперед. Докс. Так, а у нас сейчас будет минус вот этот вот гражданин. И будет 33, да? Ремонтным работам готова. А, будем пробовать принимать отсюда. На борт. Руль лево на борту. Первично надо выдать и не получить. Команде. Б-2. Принять целеуказание. Ай-я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 й, четверка. 15? Что? Ну так, ладно, согласен. Так, блин, ё-моё, что происходит? Это еще что такое? Ты мертвый? Нет, он живой. А что он здесь делает и почему он живой? Ну ладно, так как-то получше будет. Все, можешь там стоять, нормально все. Б-6. Поднять вертолет. Целеуказание. Они вдвоем поплыли за мной, дружною толпою, колонне прям. Борюсик им накидывает под хвост. Молодец, Борюсик, чё? Правильно, так и надо. Руль лево на борту. Так Борюсик и должен. Он же Борюсик. Он нечестный корабль. Есть лево руля. Он нечестный вообще ни разу. Ну чё там, подтягивайтесь, ёкарный налево, чтоб вам всем хорошо жилось, валенки вам всем. 15. Тапки, Лево на борт. носки в Лево тряпке. на борт. Руль лево на борту. Ну. Картечницы, это плохо. Не хочу я с картечницами воевать в ближнем бою. Неинтересно. Трёмная группа. Ой, какой у меня злой вертолет! Какой у меня злой вертолет! Смотрите-ка, ну. Надо вытягивать хотя бы на Борюсика. А то он своими картечницами меня сейчас просто сожрет. Давай, Борюсик, добери его! Ух ты ж, ё-моё, какой мелкий, злобный засранец. Держи. Есть попадание. Ну вот, как-то так. Давайте разбирать. Что мы такие имеем? Борюсик прям молодец, всем раздал. Так, по порядку. Спящий курятник, да, то, о чем я говорил. Видите на миникарте. Сейчас вот я это увидел через миникарту, что он запускает самолетики, но они не летят вперед, они начинают кружить над самим курятником. Это значит, что он не управляет ими, он их просто запустил и смотрит, как они прикольно летают там над ним и так далее. Там, возможно, при этом ест пирожок, запивая его молоком, я не в курсе. Но то, что он бесполезен в этот момент, как, я не знаю, дырявое ведро, это факт. В этот момент вы должны понимать, что за светом заниматься придется вам.
а не ему, потому что он там где-то в своем мире, и вообще у него все хорошо, ему не до вас. Пролетел вперед, спалил раскатку, увидел, что CSTP идет в сторону нашего курятника, вышел ему навстречу. Почему? Потому что курятника надо задефать. Особенно если и у вас, и у нас по курятнику есть. Да? Это как вот с артой. В обеих командах арта, значит, чья лучше отыграет, та команда и победит. С курятниками также. Чей авианосец лучше сыграет, та команда больше шансов на победу, соответственно, и имеет. Поэтому надо его дефать. Как бы вы его ни ненавидели, даже если вы ненавидите их так же, как я, но дефать их все равно надо, защищать их нужно. Поэтому я выдвинулся вперед, и вот там я поймал хорошую позицию, да. В чем прикол вот этих гранатометных кораблей? Там Нанчанг, 126-й, 071-й. Они кидают через препятствия хорошо. Соответственно, это дает им возможность противостоять торпедникам. В том числе, да, одна из возможностей это противостоять торпедникам. CSTP это торпедный корабль, он под завязку нашпигован торпедами. И если он их бросит, они попадут в остров. Я же над островом буду спокойно наносить ему урон. Да, что и произошло. Я не знаю, правда, почему его не слили сразу же, но как бы, да. Сейчас вот я вижу, что он 36 уровня. Возможно, я зря волновался, что он какой-то хитрый маневр осуществляет в сторону нашего авика. Возможно, он просто поперся вперед повоевать. Как вариант. Их курятник дальше допустил ошибку. Какую? Он высунул нос. Я в этот нос ему начал накидывать. Он вместо того, чтобы катнуться назад за остров, возможно, его там уже Борюсик, наверное, пинал ногами по разным местам. Но все же лучше было бы ему откатиться назад и сныкаться за остров. Вместо этого он дает газ вперед и выходит на открытку, получает кучу урона и, соответственно, тонет. Все. Они теряют курятника. Наш курятник тоже куда-то там Отаки зачем-то, я не знаю, что ему там понадобилось, но он тоже куда-то Отаки и, соответственно, помер, что было довольно-таки обидно. Дальше двое куда-то там полезли непонятно куда, категорически игнорируя мое присутствие. Этим всегда пользуйтесь. Смотрите, например, на такой момент, куда развернуты пушки у вашего оппонента. Даже если он переключен на ракеты, все стволы будут за этим следовать. Если он в вашу сторону не смотрит, у вас есть вариант выкатиться, долбануть ему урон и укатиться. Дважды я давал урон, не получая в ответ. Даже, по-моему, трижды или четырежды. Несколько раз я давал урон, уходя, не получив в ответ. Важный момент. Да, используйте момент, когда вы можете выдать урон, не получив его в ответ. Это уже как бы, конечно, больше, ну, так, как сказать, такому тонкому геймингу, да, в который я как бы не хочу лезть, потому что я сам недостаточно серьезный игрок. Я просто объясняю основы самой игры. Но вот этот момент все-таки смотрите, да, то есть куда развернуты пушки, да, отстрелялся он или нет. Можете вы дать урон и не получить в ответ. Пытайтесь на этом противника подлавливать, это ваш геймплей улучшит вас вообще, улучшит ваши результаты и так далее и тому подобное. То есть эффективность ваша повысится, попросту говоря. Дальше. Кто-то там запрыгнул в дымы. Я в этот момент был отвлечен на двоих, которые там бегали, и его не заметил, но он опять же зачем-то встал в дымы перед кораблем, который в основе использует пушку и 3 гранатомета. Чем закончилось, я думаю, все видели. И, соответственно, прыгает. Минус еще один. Дальше парнишка попался на картечницах, поэтому в ближний бой я с ним очень не хотел лезть, но пришлось. Но альфа сыграла, да, то есть вот эта вот МКшка плюс 3 РБУхи альфу выдают серьезную, как сами вы увидели. Плюс гранатометы еще имеют сплэш, а РБУ 2500 он быстро опорожняет свой боекомплект. Из-за этого огромное количество сплэша залетает в противника, и можно было видеть, как сбиваются ракеты прямо на взлете. Да, вот 25 ракет сбито, это явно не ПВО отработано. Вот это тоже момент такой, который вот присущ гранатометным кораблям.
Ну или вам нужны пушки со сплэшом. У МКшки сплэша нет. В этом она отличается от Л-52. У нее большой сплэш. ПЛЗ тоже там сплэш вообще 4000. Она сбивает все ракеты, которые в этот момент взлетают с корабля. Вот. Но гранатометы, они больше снарядов выпускают. За счет этого шанс того, что вы посшибаете взлетающие ракеты, как бы тоже достаточно высокий. Этим тоже можно пользоваться. Вот. Что еще по бою можно отметить? Если вы играете на авике, то я вас ненавижу. А во-вторых, если вы видите подобный маневр, как совершил CSTP, это ваша приоритетная цель, потому что это вопрос выживания вашего корабля. Как я и говорил, первое, что нужно сделать, это засейвить свой корабль. После чего все остальные действия. Сейв, потом все остальное. Засейвились, все, тогда дальше. Пока вы не засейвились, там, забудьте все там. Ищите укрытие. Первое — это укрытие. Если вы начнете с открытой воды палить, ну, я уже не знаю. Я не знаю, стоит ли объяснять, что с вами будет, да? И здесь это тоже элемент сейва для авиковода. Увидеть того, кто к нему несется, если это Борюсик какой-нибудь, если это CSTP, или еще что-нибудь быстрая дрянь какая-то. Это ваша приоритетная цель. Вам нужно его самому долбать. Вот сейчас наш авик по нему не отработал, он поэтому живой остался. По-хорошему его должны были забрать там. Их авик, кстати, почти 1 миллион успел настучать. И даже кого-то утопил. Так что вот так как-то. Ну вот, в принципе, наверное, все. Штиль Брама с рангового магазина норм, я думаю. Брамос НГ, в смысле, да. Хорошая ракета спановая. Но штиль, она на рынке, по-моему, штиль продается, да? Сейчас посмотрим. Да, но 800 стоит. Дорогая. Дорогая штуковина. Вот за 135 продается недоразумение. Оно бесполезное, но зато стоит 135. Штиль, конечно, интереснее. Можно по самолетам кидать. РБУ 2500, да. Что есть YouTube без ограничений. Да, у нас есть YouTube пока без ограничений. С этим у нас нормально. Так, ну давайте тогда еще катнем. И будем на сегодня закругляться постепенно. Подводить, так сказать, общий итог. Кстати, по поводу еще Тайпа 12. Сейчас же идет ивент, где можно Tiger Shark взять. То есть, если брать медленные торпеды, то лучше брать неотводимые. Так, авиков нет. Авиков нет, у нас нет. Торпедные аппараты ТОКС. Взлетаем, значит, и полетели. Призрак 31 ждет произвел. Потому что надо это делать быстро, так как противник в этот момент тоже взлетает и уже летит вперед. Кто кого первый найдет. Смотрим, есть авики? Фу, эти, как их авики? Вертолеты. Все, отходим. 3 корабля напротив нас, 2 с той стороны, стандартно. Что по сетапам? Ямато, Массачусетс, Бостон, Флетчер, Зумвальд. Господи. У нас Ямато, Лонг-Бич, Нанчанг, Зумвальд, Калоша. А вот и Калош, по-моему. Что это было? Так, они прям сюда идут. Мне не нравится категорически. Мало назад. Лево руля. Есть Ну? лево руля, руль лево 15. Б-2 приготовить к стрельбе главный ракетный комплекс. Готовность есть. Смотрите, значок не светится. Видите, я не свечусь все еще. Вот сейчас только я засветился. Ракета пошла. Ой, как страшно-то, а? Полный вперед. Привет, Бостон, как дела? Доворачиваем, высовываемся под Бостоном, и он нафиг.
Целимся в верхнюю часть. И через краешек дрищем ракетами. Что-то ему залетает даже. А, Бостон решил дымы поставить. Да, точно. Дымы — это ж против граников лучшее средство. А никто не хочет, кроме меня, в него пострелять еще? Добрать гаденыша, нет? Ну что, там так нужно, что ли? Все, минус. Хорошо, можно продвигаться дальше. Топ-1 кланов. Это Флетчер. Флетчер опасная штука. Пытаемся его прокидывать. Дзинь и минус Флетчер. Хорошо. Есть право руля, руль вправо 10. Призрак 31 взлет произвел. Что тут разлетались какие-то вертолеты неправильные? Эй! Не трожь мои ракеты. Ай! Больно же. Во! Нашел кого-то. Зумвальта нашел. Еще 68 занесем Зумвальту. Так, оба там, оба на топ-фланге. Поехали. Боевые в норме, остаточные на месте. Вот опять же демонстрация, как работают гранатометы. Если не спешить, если корабль позиционировать нормально, то, соответственно, они выдают достаточно интересные результаты. Бостоны всякие, пытаясь спрятаться в дымах, выглядят довольно забавно. Так, отсюда я же должен его кидать, да? Эй! Ну да, я забыл, что еще руки нужны прямые, которых у меня не очень много. Которых у меня нет. Ладно, поехали его через ХП забирать. Просто вывалимся на него и давай палить. Ух, как ему хорошо залетает. Это прям кто это вот? А, Калоша. Ну, Калоша должна его просто истреблять. Бедолага. Яматам тяжело живется. В рандоме. Очень тяжело. Очень им тяжело живется. Так, ну что, давайте разбирать, что у нас было. Было у нас засвет 3-2. То есть, как вот вы заметили сейчас, там, где 2 корабля у нас, там 3 у них напротив нас стоит. Всегда. Это такой респаун, он всегда так работает. То же самое на втором фланге. У нас 3 корабля, напротив них будет стоять 2 корабля. Поэтому довольно опасно вот так вдвоем оказаться против троих, если они особенно еще агрессивно попрутся вперед. Но эти не поперлись вперед, они просто вышли на неудачную для них позицию, встали на открытой, опять же, прости господи, в воде. Бостон, 51 уровень. Да? Что с ним случилось? Его просто из-за острова заплевали из граников. Причем я даже не светился какой-то момент, заплевывая его из этих самых граников. Бостона. На Нанчанге. На Нанчанге Бостона. Да? То есть корабль не всегда зарешает, и за вас он играть не будет. Это вот наглядный пример, что корабль за вас играть не будет. Играть вам придется. Здесь позиционирование, опять же, носом, да, бортом никуда не лезем, носом встаем, откатываемся, используем то, что гранатометы могут вот так. Отрабатываем одного, отрабатываем второго, Флетчер минус, Бостон минус. После чего нашел вертолетом Зумвальта, отстрелялся по нему. Что он там делал, я не знаю. Ну, а дальше уже просто допинывали всех, кто остался. Да? То есть здесь, опять же, бой выигран за счет ошибок. Ошибок, и еще раз ошибок противника. Корабли у них классные. У них Флетчер, у них Бостон. Выйдя они на открытой воде против меня, против Калоши, нас бы просто смело. Как, не знаю, как мелкие крысиные какашки щеткой со стола. Интересное сравнение. Хрена себе, откуда я вообще выкопал? Ну ладно. В общем, идею вы поняли. Как-то вот так, в принципе. Ну и, конечно, да, стрельба. Нужно стрелять тщательно, целясь. Нельзя стрелять небрежно, иначе будете стрелять, как я, то есть через вот это вот самое межягодичное пространство. Калоша ставим лайк. Калоша молодец. Всех нагнул. Красава. Ну и давайте
тогда уже подводить итоги нашего сегодняшнего тренировочного лагеря. С самого начала пройдемся. Итак, выход на 3-й тир. Чтобы выйти на 3-й тир, вы должны иметь вот такую сборку Ушакова. Да, для этого вам понадобятся арткоины. Арткоинов немного. Еще раз идем на рынок. Проверяем цены. Гранатометы. РБУ 2500. Предложение 317. То есть в районе 350. Может 370, я не знаю. Там 340 даже. Где-то вы сможете урвать себе такой. Без РБУхи 2500 выходить на 3-й тир нет смысла. Потому что следующий шаг, который вы сделаете, первый шаг, вы выходите на 3-й тир. Второй шаг — это поход в ранги. В рангах вам надо быть на уровне. На уровне со всеми. По ракетам выбор есть в магазине. Голдовые ракеты. Есть римки. Есть эти самые, как их... Так, где римки-то у нас? Римки у нас здесь. Да, 1500 они стоят. Дальше. Имеются москиты. Да, 850. Тут Прометеи долларовые, но Прометеи немножко, наверное, все-таки будут проседать. А в остальном тут как бы все, ну так себе, ну так себе, ну так себе. Самый яркий представитель Римка. Почему Римка? Потому что Римка хорошо проходит ПВО по кораблям, и в тот же момент вы можете отрабатывать ею по самолетам, по вертолетам. Универсальность как бы в игре ценится высоко. Да. Пушка МК-8 мод 1. Выбора здесь уже по сути никакого нет. Да, стоит она 1000 голды, то есть сколько он тут? Ну, 3000 голды где-то. 2,5. Да, раньше монарх использовался. Но, как бы... Во-первых, скорость у МК-8 826, монарха 775. Урон тут какой-то вообще, ну, 26 тысяч. Здесь 46. Там, давайте сейчас посмотрим на прокачанных версиях просто. Сейчас их сделаем вот так. Сейчас же можно так делать. Да, и просто пойдем сюда. Ну вот, смотрите. Да. Типа как бы ДПМа у него больше аж на целых самых 21 тысячу. Вау! 21 тысяча. Это в игре, в которой у кораблей там по 400 тысяч хп. 20 тысяч это прям вау. А вот альфа 46 тысяч против 33. Это уже немножко да. Это уже да. На двух пушках вы вливаете сразу же 92-93 тысячи спокойно. И это как бы уже выводит вас на уровень как бы топовых пушек в игре. Поэтому вот ваша пушка. Она вам нужна. Скорость выше, то есть я даже брал слишком большое упреждение, когда на ней стрелял, думал, что все будет плохо. Но у нее реально снаряд быстро летит, что дает вам возможность стрелять на большие дистанции. Из монархов на большой дистанции попадать сложнее из-за более низкой скорости снаряда. По гранатомету мы прошлись, да. Универсальность, как я уже говорил, ценится больше всего. Эта штуковина бьет по подлодкам, по торпедам, по кораблям, имеет сплэш. Урон по области, конечно, 25. Но при радиусе 100. Да. И что самое главное, он очень быстро выстреливает все свои вот эти вот штуковины. Что он там? Бомбы, получается, да? Реактивные бомбы. Он их все выстреливает, и, соответственно, у вас весь этот сплэш накладывается один на другой в большом количестве, что дает возможность сбивать в том числе и взлетающие с корабля ракеты. То есть универсальность, ну, прям зашкаливает. Все, что угодно он может бить, этот гранатомет, поэтому он вам как раз-таки нужен. Торпеды. Торпеды, ну, выбор, конечно, есть, но я лично предпочитаю две крайности. Либо спамовые, то есть Type 12, либо тогда уж неотводимые в виде тайгер-шарков. Тайгер-шарки сейчас еще раз вам покажу.
8 дней и 8 часов еще будет идти ивент. Вы еще сейчас, если начнете, можете забрать свой бесплатный Tiger Shark. Неотводимую торпеду, которую подлодка не сможет отвести. То есть вы ее бросили в подлодку, если ей некуда прятаться, она точно получит урон. Там дольше перезарядка, но разовая альфа выше. Гарпуны, ксамы, ПВО. Больше из магазина вам нечего достать, да, дальше уже нужно будет либо брать за арткоины, либо в батл пассах, либо что-то упадет из рулетки. Вот как раз пример, да. Мне эта штуковина выпала из рулетки. Из этого самого вот из такого вот ивента, да, активности были. Там эта штука была. Там она мне выпала. В этот раз мне не выпало отсюда вообще ничего. Не повезло. Такое тоже бывает. Вертолет К-58 долларовый. Его апнули. Единственная проблема — не бьет подводные цели. В остальном отлично срезает авиацию. У него вот эти воздух плюс поверхность. Они неотводимые вроде как. Соответственно, что еще надо для радости в жизни? Вы можете сбивать вражеские вертолеты, вы можете даже самолеты сбивать, влить урона по кораблю он тоже может. Причем он долларовый, да, то есть, ну, вот с ним можете начинать. Дальше уже там, опять же, будут ивенты всякие. Сейчас вот тоже идет какой-то там ивент. Вот этот, по-моему, да. Здесь вот давали мангусту. Мангуста тоже сшибает воздушные цели, но по подводным не бьет. Так что, если захотите что-то посерьезнее, это уже надо будет копить арткоины. То есть, вот ваша сборка. Вот так она выглядит. Вот в такой сборке вы на уровне с остальными игроками находитесь. По урону, по альфе, по возможностям, по способностям, да, то есть вы можете бить воздушные цели, вы можете бить подводные цели, вы можете бить торпеды. У вас достаточно альфы. Даже прям вот даже сейчас вот зайдем. Исполнять приказания по машинному телеграфу. Б-2, орудие Додж. Додж 145 у вас неотводимого. Неотводимого урона у вас 145 тысяч залетает. Это вполне себе неплохо. Потому что у вас еще есть там ракеты, торпеды, да, то есть что-то еще будет дополнительно залетать. Вот ваш начальный комплект юного новичка в Modern Warship, с которым вы выходите на 3-й тир. Вариативность, да, как вариант Нанчанг. Нанчанга на одну пушку меньше, но у него чуть больше ракет, и главное, у него 3 гранатомета, которые при правильном применении могут стать проблемой для противника. Торпеды у него также присутствуют. Он чуть-чуть лучше будет против подлодок за счет одного гранатомета. Да, ПВО у него довольно странное распределение, но как бы, да. То есть сборка та же самая. Ничего здесь не меняется. Через вот эту, да, ну, лично я бы все-таки рекомендовал Ушакова, потому что с пушками проще начинать играть. Потому что с граниками там еще надо их осваивать. Вот на этом вы выходите на 3-й тир. Следующим шагом вы идете в ранги, идете в ранговый магазин, там смотрите корабли, смотрите по ним видосы, какой лучше, какой худше. Да, шило очень неплохо выглядит сейчас, например, да. И дальше уже упаковываете. Там и пушка есть, навигатор хорошая, там есть и те же самые РБУ-2500 на него можете воткнуть. И там ракеты Брамос НГ есть, и торпеды там вроде как есть неплохие. То есть все в ранговом магазине есть. Поэтому туда вам, как говорится, следующая дорога. С этим как бы разобрались. Так. Что тут у нас? Получается, в игре все быстро устаревает. Торпеды не так хорошо играют сегодня. AFGS. Да, AFGS это проблема. AFGS проблема, поэтому торпеды больше идут как противолодочное средство. Поэтому, да, когда у вас будет какой-нибудь Tiger Shark или что-то еще неотводимое, то лучше, конечно, ставить неотводимый именно как противолодочное средство.
Против кораблей там уже как бы, да, AFGS их режет. Пакеты что-то вырезают тоже. И эти вот залоченные системы на кораблях, на том же Смарте, вот он здесь у нас рядышком, да, у него своя залоченная, там, МПЛС, СМ-4. И тоже режут торпеды, так что, ну да, торпеды это как бы не есть основное оружие, и торпедные корабли сейчас, они тоже не в моде. Согласен. Бостону позор. Ну, Бостон, я не знаю, вообще я не понял, что он делал, этот Бостон, но, в принципе, опять же, сейчас дойдем и до Бостона. Бостон очень опасен может быть в прямых руках. Бостон опасен может быть в правильной позиции. На открытой воде Нанчанг против Бостона и кирдык. Просто Нанчангу кирдык. А здесь просто вот его подловили на том, что он вылез на открытую воду, и вот это вот все. Здесь даже дело не в корабле, здесь дело в его применении. Как бы. Так, пакет тоже можно, да, работает. Пакет работает раз через раз, но может и сработать. Остаешься против 0.39. Там два пакета. У меня тоже, по-моему, два было. Двигаться. Дашу вставил пакет. КС, да, Свиджай больше нравится. Свиджай больше нравится, чем дожеванный. Ну, дожеванный, он имеет преимущество в модульности, потому что у Свиджая пушку не заменить, автопушки не заменить. Оно все вот как оно есть, так оно есть. А у дожеванного его можно собирать по-разному. Коины, да. 58 стоковый. Да, стоковый вертолет, совершенно верно. Можно его получить вообще на халяву. Так что его просто недавно апнули. Он до этого был полный, как бы, ну, лам. Сейчас его апнули, и вот он показывает результаты. Вот я на стриме прямо продемонстрировал. С рангового пушка хорошо сносит авики. Чё? А, автопушка. У всех есть слоты под автопушку. Ну да, в общем, там понятно. У вас там диалог пошел. Спорим, это хорошо. Так, с выходом на третий тир разобрались. И что делать на третьем тире дальше разобрались. Теперь по игре. Да, все те же, все то же самое, что я 100-500 миллионов раз говорил. Еще раз. Первое. Один против толпы. Не играем никогда. Даже против двоих в одного не идем. Максимум, что вы сможете сделать, разменяться. А это бессмысленно. Вы забрали одного, они забрали вас. Сколько было кораблей, столько осталось. Было 5 на 5, стало 4 на 4, ничего не изменилось. Вы не сломали бой в свою сторону. Если только вы не забрали какой-нибудь топовый, там, распротоповый корабль, там, не знаю, Эльзас, к которому там изолентой примотано 2 Нингбо, приклеено 3 Грау, еще что-нибудь такое. Вот если вот такую штуковину утопили, ну, может быть. Но это, опять же, это надо иметь четкое понимание того, что вы делаете. А пока вы новичок, забудьте. Старайтесь, как бы, не лезть против толпы никогда. Открытая вода. Не играем от открытой воды вообще. Не играем от открытой воды. Первое, что вы делаете, сейвите свой корабль. Он вам понадобится еще. Вы на нем будете играть. А если он вам еще понадобится, ну так будьте любезны его сберечь, чтобы он был целенький. Когда нужно ХП разменять, да, разменяете. Но это когда нужно. А изначально засейвите корабль, потом на этом корабле уже что-то будете делать. С этим понятно? Понятно. Третье. Информация. Да, мини-карту как можно больше сделали, чтобы видеть на ней, что происходит. Потому что мини-карта — это вся карта, и вы все видите там сверху, что, как, где, кто куда поехал, кто что делает. Заранее, соответственно, вы все видите, и никаких сюрпризов вам противник не сделает. Да? В плане информации у нас есть три штуки, да, три элемента. Это мини-карта, это вертолет, это значок засвета. Да, вертолет мы используем, как мы его используем? В начале боя сразу же мы делаем засвет, стараемся. Особенно если нету авиков. Если есть авик, то, ну, там проследите какие-то секунды, да, за этим авиком. Что он делает? Опять же, миникарта вам в этом поможет. Если он запустил самолетики и гоняет их над собой, да, пуская слюни пузырями, то, соответственно, ну, он бесполезен. Поднимаете вертолет, светите сами. Потому что инфа в начале боя особенно нужна позарез.
Очень важный момент. Особенно сейчас, когда вот появились все эти борюсики, они сейчас будет их завал. Если борюсик полетит где-то по флангу к вашему авику, вам лучше об этом знать заранее, выдвинуться ему навстречу и, соответственно, обеспечить ему теплый прием. Что касаемо значка засвета, если он у вас горит, значит противник вас видит и все ваши маневры ему известны. Да, поэтому если вы решили там как-то хитро куда-то метнуться, но у вас горит значок засвета, все, отменяйте все свои планы, соответственно, играйте по-другому уже как-то. Инфа, да, то есть инфа. Миникарта, вертолет, значок засвета. Это инфа. Используем ее по максимуму. Это инструменты игровые, они не просто так в игре находятся. Дальше. По картам. Играйте стандартно. Да, занимайте позиции, как бы, которые дадут вам как можно больше возможностей. Не пытайтесь изобрести велосипед, не считайте себя умнее всех, да, что вот я сейчас там поеду в какой-то объезд, заезд, там куда-то залезу, там куда-то там через огороды, там через Урюпинск, да, через Свердловскую область, куда-нибудь там еще, да. Э, не факт, во-первых, что это сработает, да. Поймите одну простую вещь. Против вас будет работать огромное количество факторов. Первый — это тот самый значок засвета. Если вас засветили, то противник просто сместится чуть дальше куда-нибудь в укрытие, и все, и вам придется пилить втрое дальше. Особенно меня удивляют те, кто это делает на кораблях, у которых нет какой-то сверхъестественной скорости. Это второй момент, который будет работать против вас. Это время. Потому что вы уплыли, вы пока не доплывете, не можете стрелять, не можете участвовать в бою, соответственно, ваши играют 4 против 5. А если у вас авик, который пускает над собой самолетики и, разглядывая их там прям вот в своих штанишках, в подтяжках, да, пирожок запивает молочком, помним, да, то у вас вообще трое играют против 5. Потому что вы не участвуете. Вы куда-то там поплыли. Поэтому вы когда приплывете, либо ваши там через «не могу» пошли и сломали этот бой и забрали его, и вы уже не нужны в принципе. Либо ваших всех перетопили, вы один остались против там 4, даже если 3 противников. Что вы с ними делать будете? Утопить одному-троих можно, но только в одном случае, если они сами позволят вам это сделать. И тут переходим к моменту, да, который я уже упоминал, да, всегда считайте, что противник сильнее вас. Не считайте его дебилом. Если он тупит, хорошо, не мешайте ему, пусть ошибается. Но не считайте, что он вас слабее. Тоже большая ошибка. Считайте, что он вас сильнее. Играйте аккуратно, осторожно. Возвращаясь к картам, есть штатные позиции. Я думаю, все, даже новички уже их знают. Потому что играются карты примерно одинаково. Есть зоны, в которые нельзя лезть. Это зоны смерти, так сказать. Туда вы залезли, вы в порту. Все, вы оказались в порту. Не лезьте туда. Вообще не надо туда лезть. И вообще по одному никуда не надо лезть. Это уже возвращаясь немножко назад, только что объяснял. Одному против всех лезть не надо. Если вы не знаете, куда там что происходит, что, какая ситуация, у вас инфы, допустим, нет, тоже не надо никуда лезть. По поводу лезть, опять же, еще одно правило. Прежде чем куда-то лезть, подумайте, как вы оттуда вылезать будете. Потому что залезть-то оно просто. Вылезть сложно. На стриме это тоже показано, продемонстрировано. И не раз. Залезают куда-то. А как вылезать? А черт его знает. Там и остаются. Все. Минус корабль. А корабль, опять же, отпрыгивая назад. Корабль надо засейвить. Вам чем-то надо играть. То есть одно все время как бы строится на другом. Это как, ну, вот в пачку все сложено. Одно на другое. Понимаете? Одно на другое. Одно на другое. Вам нужен корабль, чтобы играть. Поэтому не надо играть одному против всех. Поэтому не надо играть от открытой воды. Поэтому не надо лезть туда, откуда вы не вылезете. То есть все одно на другое наслаивается. В этом как бы игровая логика как таковая. И даже речь не об этой игре, это обо всех играх подобного типа. Пусть там это World of Tanks, я не знаю. Да хоть Counter-Strike, пофигу. Даже там это будет немножко в другом формате, но работать будет все равно. Своего юнита, которым играешь, надо засейвить, потом уже куда-то лезть и что-то там делать. В любой игре это так работает.
попытки в тимплей, да, если видите, что тиммейт ваш что-то делает там правильное, грамотное, помогайте им. Не мешайте, не пихайте, не толкайте тиммейтов, не выкидывайте их там куда-то под противника. Это глупая затея. Потерянный тиммейт это плохо. Пускай он будет живой. Хоть он там вообще самолетики над собой пускающий авик, но все равно это тиммейт. Он еще у вас там один есть. Если вы вдвоем останетесь против одного противника и время закончится, вы выиграете, потому что у вас кораблей больше. Поэтому тиммейтам не мешайте. Даже если они вам мешают. Даже если они прям сволочи. Даже если они на арте играют, даже если они на авиках играют, вы их всех ненавидите поголовно, все равно не надо им мешать. Не надо их выкидывать там под противника и делать все, чтобы они подохли. Тем более, что большинство из них сами без вас справятся с этим хорошо, поверьте мне на слово. Так. Ну, что еще? Ну, по технике, да, вот этот вот угол, да. Отыгрыш от угла. Бортом не вылезаем. Пока вы вылезаете бортом, вы получаете в этот борт прям все. И вообще, прежде чем куда-то вылезти, для начала, возвращаясь назад, получите инфу. Запустите вертолет. Его собьют, хорошо, ладно, вы потеряли вертолет. Ну, неприятно. Но это лучше, чем если вы вслепую выскочите куда-то и потеряете корабль. Посмотрели вертолетиком, все. Потом от угла зашли, поставили его параллельно, соответственно, этому углу, и аккуратно там высовываетесь, отстреливаетесь. Либо так, либо сяк. Особенно, если вы используете гранатометы, чтобы через краешек кидать. То же самое. Не бортом стоим, а носом. Носом, аккуратно. И, соответственно, корабль сейвим. Это, опять же, возвращаясь назад, что корабль надо сейвить, потому что он нужен. То есть все одно на другое строится. Все одно на другое строится. Вот такой вот материал у нас на сегодня получился. Особенно у магазина, почему на Чанга нет автопушек, а у 0.55 есть. Одинаковые корабли, обидно. Ну, они не одинаковые. Они не одинаковые, потому что один продается за доллары, а второй продается за арткоины. Причем 0.55 он же там вообще корабли. Там 0.55 вообще стоил. 0.55 это где? Вот он, Дандуган этот, что ли, да? Или кто это у нас там был? Или кто? Сиен 0.55, ну да. Дандуган. Ну, он стоит 2000, естественно, что он весь прям будет из себя. Ноль пятьдесят пятый. Сиен 0.55. Это он или не он? Или какой? Или о ком речь? У него я тоже вроде не вижу автопушек. Есть гранатометы, что-то еще там. Так. По поводу карт совершенно не умею играть Тропики Шторм. Шторм карта ситуативная. Да, по тропикам. Тропики это вообще кто? Я их по названиям-то. Не это самое. Ну-ка. Она кастомные. Кастомные. Анны. Так, сушливый пердел. Арктика. Тропики. А, тропики. Вот она, тропики. Тропики играются по флангам, по сути, от центральных островов. То есть вот к этому острову вообще соваться не надо, по сути вопроса. Нежелательно к нему лезть. Вот где-то здесь эти острова есть. И вот от них изначально идет этот самый open map. И нужно смотреть, куда пошел противник. Там, ну да, там надо, короче, на саму карту лезть и смотреть. А что касаемо этого самого... звать-то, блин, Шторма. Ну, Шторм играется
по сути своей на основных кораблях он играется только от тумбочек. Вот есть две тумбочки, одни под одну зажались, другие под другую. И дальше уже надо смотреть там, на каком расстоянии от этой тумбочки встать, там в упор к ней встать, отъехать от нее подальше. И там справа, слева, откуда высовывается противник, и стараться подлавливать. Потому что кто выходит первым, он обычно получает больше. Ну и если там будет арта, то, ну, не знаю, вам кирдык. Потому что арта разбомбит эту тумбочку к чертям. И всех, кто рядом с ней стоит, тоже. Инвизеры там хорошо себя чувствуют, они разбегаются во все стороны. Но кому-то надо светить этим инвизерам тоже. Поэтому, ну, она такая карта. Там, ну, как сказать, как пойдет. Вот шторм, он всегда как пойдет. Как пойдет, как пойдет, как пойдет. Можно отыграть там весь бой, отстоять там, отстреляться и так далее. А можно просто сдуться там в первую же минуту. Просто потому что вот так. От авиков много зависит, да, там первичный засвет кто даст, да, и так далее. Там, опять же, траекторию ухода за тумбочку надо смотреть. Не прям к ней можно ехать, а, допустим, уходить вправо или влево, закрываясь этой тумбочкой, пока она там еще где-то на расстоянии от вас, закрываясь от противника, особенно если он первый засвет дал. То есть, ну, там такая карта все равно, что ты там не делай, там все равно как пойдет, как пойдет, как пойдет, как пойдет. Она очень такая капризная. Потому что укрытий всего два, а дальше открытая вода. Так, шторм еще как-то. Вот тропики вообще не знаю, что делать. Постоянно сливаюсь. Либо я, либо союзники. Ну, если союзники союзятся, это на любой карте так. Там надо просто на саму карту лезть и там ее смотреть. Будут бои, если на ней, я тогда попробую некоторые элементы на ней показать. Которые, ну, это все на уровне рандома, естественно, да. То есть я не знаю, как там прогеймеры играют это все. Ну, киберспортсмены, у них свои тактики. А вот в рандоме там есть некоторые моменты, которые, некоторые позиции, которые надо контрить. Если их не удалось отконтрить, там надо уходить и так далее, и так далее. Там есть свое. Свое есть. Но там островов полно. Там как минимум можно прятаться. Можно прятаться. Там есть места, где можно граники использовать через препятствия. То есть там ну, довольно штатно все. Довольно стандартная карта. А вот шторм там как пойдет. Как оно пойдет, черт его знает. Если есть арта, ну так под тумбочку уже не зажмешься. Все. А разбомбить всю тумбочку к ядрене фень. Если есть авики, а у тебя ПВО нет, ну все, значит вешайся. Потому что он тебя там видит за счет чужих вертолетов с 7 километров и давай бомбить. Довольно-таки такая сумбурная карта этот шторм. Если честно, я не в восторге. Хотя я больше ненавижу этот, как его. Блин. Викингов, Полярный рубеж, Старый завод тропики, каменистый канал. Вот эту я терпеть не могу. Из-за тупейшего этого респа там просто ужас. Там, получается, ты появляешься, там та же схема, что вот здесь была в последнем бою, 3-2, да, то есть у тебя 3 корабля, напротив тебя 2 корабля. Или у тебя 2 корабля в твоей команде, вот ты и еще один рядом. Напротив тебя будет 3 корабля. И вот когда ты там, где трое, там респ просто убогий совершенно. Потому что у тебя светит и начинает. Тебе прилетает сбоку, тебе прилетает спереди. Еще если курятник на тебя насядет, там просто, ну, выжить. Ну, как там выжить, черт его знает. Очень все плохо. Ненавижу эту карту. Прям вот ненавижу. Как артоводов примерно. Как авиководов примерно так же. Терпеть не могу. Само собой рандом. Да, рандом. Так, ну что, такой вот материал у нас сегодня получился. Все, что хотел, я думаю, я высказал. Надеюсь, кому-нибудь, хотя бы кому-нибудь это поможет.
И новички, может быть, уже пойдут не по пути там игры двумя кнопками, кнопкой W и левой кнопкой мыши, а начнут немножечко все-таки как-то думать и пытаться побеждать. Ну что, тогда все. Все. Думайте головой, играйте руками. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.